Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками. У нас 6-я серия уже Гордон Квеста. Я 6-ю серию пытаюсь пройти первый акт, смакуя все прелести игры, все аспекты вместе с вами. Поехали! Сейчас бас, не та сохранка. Да нет, то все вроде. Вроде бы все то, где мы были. Итак, одно из важнейших мест, как я понял, в этой игре, это, конечно же, вот эти костры, лагерь, в котором можно повысить уровень карты, игнорируя повышение уровня персонажа. Ну, то есть, мы карту как повышаем, ранг карты? Вот здесь вот в поле навыков, здесь вот у нас есть повышение ранга навыка, повышаем. Становится навык круче, мощнее. И то же самое мы можем делать в лагере. Но нам для этого даже не надо левел качать. Левел качать. Ипокрит, здравствуй, здравствуй. Привет, пишет. Привет, Ипокрит. Итак, я так полагаю, мы сейчас в темнолесье должны найти какую-то хрень, которая вызывает порчу в темном лесу. Также мы должны очистить портал внизу, короче, на старых болотах. В общем, чтобы найти этого владыку, я так понимаю, не помню уже, что тут надо делать. Ну, в общем, поперли. Наверное, начнем отсюда. В этот костер потом залезем. Использовать место для отдыха. Тут вот дней у нас сейчас 109. Если мы используем, будет, наверное, 108. Вот надо сейчас на это внимание обратить. Поехали смотреть. Интересно, на этом стриме ты домучишь первый акт или отмучаешься с ним? Ты так оптимистичен, Ипокрит, я прям не знаю. У тебя оба варианта предполагают то, что я все-таки его пройду. Так. Увеличивает ранг навыка героя на 1. Вот оно, то, о чем я говорил, то, что самое крутое. Итак, только увеличить... Какой нам 8 уровень нужен? У нас уже 14 уровень для того, чтобы увеличить серебряную карту на 1 уровень. Тут уже у нас сердце зимы уже увеличено. Это... Так, это не увеличивается. Ледяные звезды тоже у нас здесь уже увеличены. Значит, нам нужно другого героя затачивать. Давайте здесь посмотрим, что нам лучше прокачать. Стена шипов, по-моему, это тоже серебряный навык. Если я не ошибаюсь, просто она в шмотке, когда тут непонятно, где она, в ботинках, да? Давайте вытащим, чтобы посмотреть, серебряная она или нет. Ну, тут тоже цвет непонятен. Ладно, вытащили, сейчас будет видно. Так, стена шипов, нифига она не серебряная, она серенькая карта, поэтому качать мы ее не будем. Так, тропа духа золотая, тут она не качается. Что тут у нас серебряный? Не качается, не качается. Это уже прокачанное до 2-го. Слушай, а для 3-го ранга какой уровень нужен персонажу? Вот как узнать? Шут-то знает, да? Ну давайте на всякий случай это попробуем, потому что вот подкрепление здесь есть. И Мишка есть. Мишку качнем, да? Вообще я без Мишки бы хотел вообще как-то... Как-нибудь без Мишки остаться. Лучше уж соколов вкачивать, потому что они от интеллекта и характеристики будут больше, раз мы от интеллекта играем. Давайте, наверное, реально медведя забьем, на медведя на этого, и лучше еще одного сокола призовем, его и вкачаем. Все, решено, колода изменена. Так, по картам у нас все четко. Поехали, тогда у нас будет Ида, да, качать? Ида Око Леса. Сразу можно начинать задания и раздавать. Так, дальше мы будем дрова и рацион. В принципе, сейчас пока не нужен нам рацион. Припасы нам не особо нужны. Ну, ладно. Кто у нас на дрова пойдет? На дрова пойдет. Кстати, а что у нас там по этим? О, фортуну надо тратить. Так, фортуна. А у кого тут за фортуну что? Пылкая молитва. Мощь в течение 2 следующих битв. Отлично. Пусть будет тоже пылкая молитва. Здесь тогда дрова. Отлично. Глеб, здравствуй, здравствуй.
Второй вариант, это тебя убьют, и ты забьешь на компанию. А вон оно как. Меня убьют, да мы же знаем, как выжить. Просто эскейп делаешь, через меню из боя выходишь, чтобы не убили. Мне понравилась пати Катрин, Альфонсо и Монах. Так, Катрин, Альфонсо и Монах. Альфонсо мне, кстати, тоже понравилось. У него классно он перемещает противников. Но не все противники, правда... Точнее, есть противники, которые иммунны к перемещению. Вот за счет этих перемещений можно реально стратегические тактосы делать, такие нагибучие, что просто дым столбом и, короче, что-то там коромыслом. Чё, Альфонсо? В игре самый ДД большой урон в одно лицо. Ну вот, мне он больше со стратегической точки зрения. Да, у него там и ловушки хорошие, и кинжальчики, если его через ловкача качать. Чтобы узнать уровень, нужно нажать на карту и посмотреть кружки внизу. Привет. В смысле? Привет, привет, Рики Тикитави. Чё нужно? В смысле? Уровень и кружки внизу. Во! Да ладно! Все так просто было. А я думаю, что это за хрень? Нафига она нужна? Я ее видел раньше. Так, здесь значит 19. Спасибо большое. Блин, вот век живи, век учись. Так, что бы я без вас делал? Так, мы получили за костер импровизацию. Мы потом понизим какой-нибудь навык. Снова дрова в костер кого-нибудь накинем сейчас. Зачарование. Предлагаю зачарование требует на 50% больше материалов, чем при посещении соответствующего торговца. Зачем нам это делать? Нам это делать не надо. У нас здесь город есть. То есть мы всегда в городе можем это дело замутить. Причем на 50% дешевле получается, да? Это если мы в королевском режиме, тогда да, зачарование вот это будет иметь смысл. Так, это получает благословение, дающее одно очко канала каждый ход в течение 2 следующих битв. Замечательная тема, замечательная. Давайте сделаем. Случайный расходник нам не нужен. Вот это вот хорошая штука. Ты получаешь. Так, ну и дрова в костер сюда. Жова, здравствуй, здравствуй. Временно уважаемый. А что такое случилось-то? Почему временно только? Убирает очко истощения, шанс 50% вытянуть события. Ну, это, конечно, интересно, только у нас истощение пока мы не получили, да? Не получили, давайте получим. Это же не проблема, получить истощение. Сейчас через фураж возьмем его. Так, это сюда, костер сюда. Целевой герой втягивается в разговор. Вот это, кстати, интересная штука для синергии. И бывает... Что-то там добавляет карту сюда в руку какую-то. И бывает какую-нибудь эту штуку свою сделает. Навык, который лагерный навык может применить. Ну, я не думаю, болтовня, что интересная. На самом деле, мне что-то вообще никак она не понравилась. Может быть, я ее не распробовал. Напишите, кто пользуется болтовней. Я вот как-то вот прелести, кроме синергии и прокачки, не нашел особо. Так, отдых. Убираем истощение, вытягиваем события. Так, ну и здесь, конечно же, дрова в костер. Что еще в костер кидать, кроме дров? Пока я не на стриме, я о тебе не помню. Это хорошо. Не надо обо мне помнить, пока ты не на стриме. Это будет меня слишком сильно смущать. Так, целых 2 дрова. О, разбойники. Разбойники. Ну, давайте разбойников нивелируем. Так, а кто у меня готовить-то будет? Ну ладно, сейчас попозже готовим. Повышение ранга пришло. Повышаем. Где там наш второй сокол? Этого не можем. Да, 19 уровень тут требуется как раз. Этого сокола повысим ясного. Теперь понятно. Теперь понятно, что за кружки внизу. Большое спасибо еще раз. Так. Рацион. Вот теперь у нее 3 истощения. Мы ее еще... погоди, а кого еще раз заточим-то, кстати? Может быть, нашу вот эту славную девушку стоит заточить. У нее круг очищения вот еще можно вкачать второй. А праведный удар у нее серебряный или нет? Это я не понял. Так, где он у нас лежит? В оружии. Вот туда. Он у нас серебряный и не вкачанный. Да ладно. Сейчас вкачаем. Так, сейчас мы его вкачаем. Только на место запихаем. Так, на место запихали. Сейчас будем качать. Праведный удар.
Тут ну, у нас 2 раза раздвоенный, еще и не вкачанный. Какой кошмар, какое упущение. Так, делаем. Значит, теперь ты, мадама, будешь у нас стрелять по цели. Слушай, дрова в костер кидаем, да? На одного. Во! Потом импровизация. В смысле? А, ну, неважно на кого, да. И да, 4 вместо 5 время. Так, теперь ты будешь качаться. Беседа, болтовня. Так. Погоди, дрова. О, да, дрова пока. Потом успеем снять истощение. Я думаю, еще у нас время есть. Так, чего мы тут нашли? Прилив вдохновения. Целевой герой вытягивает одну из своих способностей. Охота. Добавляет 1 очко истощения, 2-3 припаса. За целую фортуну, охренеть. 0,1 очко фортуны. Во, вот это мы сделаем сейчас, наверное, на нее кинем. Команда получает благословение, дающее 4 очка обороны каждый ход в течение следующей битвы. В одной, да, всего лишь. Так, ну тогда одну из своих способностей лагеря. То есть мы бесплатно вытягиваем одну из этих способностей. Ну, в целом нормальная тема. Так, дальше. Во, истощение убираем, события, все дела. Но это потом. Так, снова костер пока. Интересные штуки. Ух ты ж, 2 хода. Богатая добыча добавляет истощение. Нам это не надо. Приношение. Вытянули мы хорошую карту, и мы ее сразу будем юзать. Так, но сначала, наверное, надо что-нибудь с истощением замутить уже. Тут там время-то тикает. Очко фортуны, я думаю, мы еще успеем активировать. Тут даже не готовлю нифига. Тут вот рацион надо делать, чтобы истощение снимать. Там, по-моему, 2 как раз снимает. Давайте сразу приготовим. Ой, что-то у меня уже хаос какой-то тут попер. Давайте эта девушка пусть готовит. Ну, а кто еще будет готовить? Мальчик, что ли? Так, ну и дрова в костер. Блин, надо было, наверное, другие. Так, тут я хотел правильный удар заточить. Отлично. Все добавилось. И урон, и каналы. Все как надо. Или каналы не добавились? А, нет, каналы не добавились, только урон. На 8 единиц. Где там? Где мы? Вот тут. Так, горячая еда. Вот оно, 2 истощения. Отлично, 0 стоит. Теперь можно что-нибудь делать. Ага, теперь у нас вот эта дама еще, да? Здесь у нас увеличивает ранг навыка героя на 1, дает 3 очка истощения. Если мы его не успеваем сделать, да, нам, то есть, его и даже не предложат. Понятно. Так, фортуну. Пошла тогда, раз это твой навык, сама и делай. Фортуной занимайся. И еще 1 очко фортуны. Да ладно. Да ладно. Берем. А, в смысле, а куда мне столько? Другой вопрос, куда мне столько очков фортуны? Блин, да можно было вот это просто взять. Фига, миг умиротворения. Классная штука. Больше мне фортуну девать некуда. Ну ладно, хрен с ней, не будем ее никуда девать. Так, тут еще расходник, кстати, есть. Можно какой-нибудь попробовать замутить. Вдруг что-нибудь имбовое найдем. Ну, не очень я это люблю. Так, ладно. Это мы точно будем делать. И тогда готовка. Готовка. Сама себе готовь. Горячая еда. Так, 1 очко истощения у нее осталось. Да ладно, 2 раза фортуна пошла, смотри, что. Умиротворение умиротворенное. Еще разочек. Припасов у нас, в принципе, до талого. Фортуна это сейчас принесет. Да. Ну давай, готовь. Решил без палатки обойтись. А зачем? Да. Да тут я вот посмотрел с этой горячей едой, она намного быстрее делается и снимает, в принципе.
2 горячих еды это 2 очка действия, а прикинь, палатку разбивать, там 3 очка действия. Ну, как бы невыгодно получается. А еду готовить выгоднее. Ну, единственное, что ты, конечно, припас тратишь, но если у тебя тут дом рядом, то зачем тебе об этом беспокоиться? Фортуну мы вытащили, горячая еда вытащена. Отлично. Вон еще одно очко истощения можно было убрать. События. Ох, уже сколько всякого. Где там события? Ну-ка давай посмотрим, что за событие будет. А ты что сидишь? Что тебе дать? На, сиди на страже, короче. Все. А что с событиями? Что за события? Вот это вот событие. Карты. Короче, 50% было, видимо, не вытянули. Ладно, поехали дальше. Так. Сюда, я так понимаю, надо к боссам ходить, чтобы что-то завершить, или не к боссам. Нифига не понятно, как помечается целевой район. Так, давай сначала сюда в события сходим. Истощений у нас нету. Припасы у нас есть. Так, путь тебе преграждает река, мост через нее. Так, ты что орешь там? Все, не орешь? Мост через нее, через реку, заняли бандюги, которые надеются поживиться за счет путников. Один из них, ухмыляясь, подходит и протягивает тебе грязную ладонь. Мы тролли моста, 20 монет за проезд. Так, сила. В зоне можно найти магическое оружие. Начинает схватку. Разумеется, выбираем это. Продолжаем. Магическое оружие. Зелененькое. Че бы я упускал такой шанс? Каких-то там разбойников побеждать. Так. Мне даже зарядка не нужна сейчас. Тратить не будем, просто стреляем маленько по врагам. Так, это куда стреляет? Пустое место, этот бьет переднего, эти просто броню накинуть. Опасностей вообще никаких нету, просто давайте минусовать. То, что сможем минуснуть, значит первых. Офигеть. Офигеть, вот это уроний, 41. 4 уровня. Чтоб я так жил. А почему 41, кстати? 31 же. Моща у нас есть. Точно, на 30% повышено. Ой, зачем я тогда мог любого минуснуть? Ой, балбес, надо было этого тогда минуснуть. Бывает. Так. Стадо, подкрепление. Духовная связь. Тропа духа. Неуязвимость. Полная защита. Так, давайте вот так сделаем. Пусть она защищается, раз на нас брони нету. Добавляет 1 ранг картам в целевой колоде зверя. Нету у нас зверя. У нас удачная возможность есть. Ну и хрен на нее. Тропа духа, тропа духа. Не хочу эту брать пока. Она еще и разовая. Она в сыгранные улетает. Надо ее нормально разыграть. Когда опасно будет. 4 очка насмешки, укрепление. А вот это, наверное, возьмем. Оборона сохраняется 2 раунда. Ага, мы успеем? Успеем. Защититься. Так. Не знаю, что делать. Ничего не буду делать. Все. Чуть не туда поставил, куда хотел. Противник. Так, оборону завязаем. А теперь ломанем. Кстати, а что он... Что-то я не так посчитал, что ли? Что он не сдох? Ты, наверное, не так посчитал, но бывает.
Так, броня у нас есть. Круги нам не нужны. А, там всякие эти гадости, да, что-то. Слабость какая-то. Куда оно что берется? Ошеломление. Прирост обороны снижается на 30%. Проклятие немощи. Ну-ка давай, наверное, сюда, наверное, кинем его. На всякий случай. Не знаю, по-моему, Катрин это вообще неубиваемая тема. Главное, чтобы ХП у вас много было. А то, может, она и не успеть отхилить. Богдан, здравствуй, здравствуй. Я тебя тоже приветствую. Угу. Двое сразу. Сразу двое драчунов на нас решили напасть. Ну, в принципе, чего такого. Пусть попытаются. Так, этого мы минуснули. Ух, 118. У нас что, сердце зимы было? Так, и теперь давай вот этого еще минуснем. Так, ну тут все четко. Уже все зарядились, кстати, можно заряд маны. Кинуть на себя. Так. О, духи. Духи это хорошо. Давай сюда поставим, чтобы активировать нашу эту удачную возможность. А то она все лежит и лежит в руке, как неприкаянная. Это нам никак не нужно. Громовые шоки нам тоже не нужны. Хрен его знает, что делать. Давай так. Праведный удар по сапатке. Ну и зарядимся маленько. Нам ХП снесли? Как так? Так, ледяная... Что-то я опять их недооцениваю. Сейчас меня вломит кто-нибудь так. Я буду продолжать недооценивать противника. Этого я убил. Вроде как все, да? Магическое усиление. Было бы круто. Ледяной осколок усилили. Правда, они все уже сдохли. Давай пока не будем тогда ничего усиливать. О, еще одна птичка. Да. Праведный удар. Так, что у нее с зарядом? Не буду тратить. На следующий бой уже оставлю. Ох, случайно победили. Бывает, везет. 17 золота. Забираем. И что-то там улетело, да? Магическое оружие. Ну, конечно, сюда улетело. А, сюда что? Очки здоровья врагов на 20% больше. Офигеть. Порча. Шут его знает. Это цель, не эта цель. Там уже прерии пошли. Ну да, наверное, все-таки сюда нам надо идти. Припасы вроде есть. Тем более босс у нас сейчас бафы закончатся на нем. Так, 14 левел. 12 плюсиков дадут. 14 левел, 2 паука. А у нас какой? У нас по 15, да, уже нет, 14 еще. Раз на раз. О, Аполлон, да ладно. Отболелся, голосок не очень. Так, голосок не очень. Сейчас я микрофон поближе к роту поставлю, чтобы голосок был погромче. Что ты? Будет ловить, не будет? Да будет, наверное. Так, лишь бы не проглотить микрофон. Голосок не очень, да я просто
сконцентрирован. Когда сконцентрирован, нет, а у меня голосок не до голоска, у меня о другом голова думает. Так, активаторы, да? Этот неизвестно что делает, это создает ядовитую землю. На этого пофигу, вот этого надо грохнуть, который неизвестный. Как нам это сделать? Неуязвимость, во-первых, наверное, на себя закинем. Что-то стену шипов не могу поставить. Нельзя разыграть карту защиты, действует без защиты. А, надо было сначала ее сделать, да? А потом неуязвимость. Ну зачем? Ну блин, шипы бы тогда получились. Ну ладно, хрен с ним. Так, пойдет. Я двигаться-то могу сейчас? О, могу. Так, дальше тогда заряжаемся. Давайте переместим вот этого героя сюда. Тоже лучше в линию их ставить. Так удачнее. Так проще играть. Проще защищаться от противника. Так, хорошо. Смещаемся сюда. Заряд маны сюда. Магическое усиление на себя. Усиливаем любой ледяной осколок. И долбим. Ты самый опасный. Щит на себя что ли кинуть? А вдруг он в конец стрелять будет? А у меня конец такой нежный. В смысле без брони дед стоит. Так, сюда бьем, короче. Не буду я. Рискнем. Вдруг он нас не будет бить. А, кстати, можно на его место сюда встать. Я даже смогу. Нет, не смогу, наверное. 125%. А вот смещением я смогу туда встать? О, смог. Все. Если что, в центр никто никогда не бьет. Либо в начало, либо в конец бьет. Так что норм, я думаю. Глотай. Хоть что-то покушаешь. В смысле глотай? А, микрофон? В смысле хоть что-то? Чё, все-таки деда смогли ударить? Я же его там специально комбинировал, запихивал, чтобы его там никто никак, а его все равно ударили. Нет, просто земля под ним, наверное, да? Ядовитая земля на один ход, и все. Ну ладно тогда. Петов моих пока нету. Союзник получает насмешку, укрепление. На себя, конечно. А, себя нельзя. Так. А как ты там попадаешь? Вот гад, попадает там по толпе, да? Тогда сделаем как? Сделаем вот так. Сами сюда сместимся. Куда он сейчас бить будет? По одной только цели, отлично. Пусть по одной цели бьет, пофигу. Так, ну а мы на этом закончили. Так, деда, кто хилить будет? Деда. Дед уже активен, а его еще не отхилили. Так, в принципе, мы ничего не теряем, да? Можно сразу активировать все, что у нас есть. Тебя мы грохнули. Грохнули. Бронику быстрее одевай. Дед Мороз без брони такое себе. Так, лечение. Праведный удар тоже хочется вломить, но я думаю, мы еще успеем. Зачем я отошел? Надо обратно идти. Еще и лечение неправильно сделал. Ну-ка, очищение тогда кину. Я специально так сделал, чтобы еще на себя, да-да-да, кинуть очищение. Так, праведный удар сделаем, небесную силу сделаем. Сделаем. Что такая лошара вообще? По ней только бьют. Танцуем, танцуем. Почему? А, во.
Оказалось, что он выжил, этот паук, а он не выжил, оказывается. Паук сделал пук и растворился. Так, о, духи зверя, пошли. Так, тут у нас и яды всякие, ядохимикаты. Мы их, конечно же, не любим. Поэтому трогать их не будем. Так, сюда. 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 Смотри-ка, снова мне хватает 3 очков. А, не хватит мне. Как мне выгоднее это сделать? Так. 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 Все. Все. Парень помер. Хорошо. Ну а мы тут вроде все отхиленные. Отхиленные. Так, девушку надо зарядить только. Насколько смог, настолько зарядил. 15 уровни, давайте выбирать. Так, это мусор. Средней кнопкой тыкаем, чтобы не забыть, что это мусор, не мерить его на себя. Давайте смотреть, что нам тут перепало в левелапе. Доступные... Ух, ты же, у нас дерево уже какое огромное. Вот оно, синергия, инкрустация синергии. Новая карта. Нужна ли нам еще одна карта? Подожди, а как там это работает? Так. Как там эта синергия работает? Так, мы тут карту откроем и... Что там меня пугает? А чё? А, у меня нифига не показано. Да-да-да. Благодарю за подписку. Лассейный. Здрям стримеру чатику и тебе здрям. Я думаю, что-то у меня это отключал для того, чтобы записывать. Все тут подключил. Ну, сейчас все включено. Только один звук, который меня пугает. Итак, смотрите, вот мы сейчас откроем вот эту одну карту, да, и сюда можно будет пихать любую из этих, или туда другая карта появится. Еще другой набор карт будет. Я не знаю. Ну, давайте проверим. Так, кто там может это сделать уже? Дедушка, да? Давайте проверять. Чё? Чё-то я не понял. А, у него, наверное, там еще не готово для этой... А, у него... Не понял. Погоди, у него все готово. Синергию можно повысить, принимая участие в битвах и взаимодействие с другими героями в лагере или во время событий. Это понятно. Высокий показатель синергии позволяет получить доступ к уникальным тактическим картам. Я так понимаю, ничего-то не понимаю. Что-то не работает у меня. А, так я же это еще не открыл. О, фига себе золотую карту. Воплощение. Ну-ка давай смотреть, что нам дали. Ледяной ветер. Дед Мороз. Ай да Дед Мороз. Даже еще и качается, ты смотри, что. Берем, не глядя, все, даже ничего сбрасывать не буду. Пассивка в начале раунда накладываю 26 очков озноба на случайного врага. Сохраняется могущество. Остается в руке в конце хода. То есть, она если нам в руку раз попала, она всю жизнь будет с нами. Все бои, ну весь бой. Да? Или нет? Или нет? Или да? Непонятно пока. Но я думаю, разберемся. Так, теперь наша древодевочка. О, инкрустация талантом. Что бы тут выбрать? Что бы тут выбрать? У нас здесь интеллект есть. Вот не знаю, что из этого. Наблюдательность. Палочки точно ей не нужны. Так, непонятно. Древо девочки. С петами, да? Сохранять на одну карту больше. Вот эту, может быть, стратегию ей взять. Так, давайте стратегию возьмем. Если что, потом заменим. Я ваши комментарии сейчас читаю, поэтому если идея будет, то пишите. Так, сейчас 5 секунд отойду.
Так, ну и что, никто ничего не написал, не придумал? Ну ладно. Так, продолжаем. Тогда девочкой закончили. Тут у нас вторая девочка, вторая Снегурочка. Что тут у нее самое... О, второго ранга. Чего это такое? Ну это тоже надо через целительную силу золотую. И это, разумеется, мы сделаем. Спасение и дисциплина. Вытяни карту из колоды сыгранных разовая. Воскрешает павшего в бою союзника с 18% очками здоровья. Для меня эта карта просто манна небесная. Берем. Уж для такого игрока, как я, она просто необходима, жизненно необходима. Но, разумеется, если у меня не Катрин сдохнет. А если Катрин сдохнет, то, шеф, все пропало. Так, давайте сразу подкорректируем колоды наши. И уберем лишнее. Я думаю, убирать будем серенькие. Серенькие тут у меня отклоняшки 2 штуки осталось, но отклоняшки-то нам нужны для брони. Можно вот эту, она исцеление дает. Я думаю, лечение все-таки скинем одну. Оно такое диагональное, не очень удобное. Круг очищения тем более есть у нас. Думаю, хватит нам хилов. У нас сейчас 4 карты на хил, да? Одна на воскрешение. Хотя вот на воскрешение ее можно включать только перед боссом. Давайте ее пока выключим тогда, да. Включим перед боссом, если, конечно, вспомним. Так, все. Тогда тут... Взял карту и выключил ее. Это же я... Да уж. Зачем брал? Потом может и не быть. Могут потом не дать. Так, здесь у нас пассивка. Круг очищения 1 убери. Круг очищения, это еще серьезно? Он же, блин, он же серебряная карта, а это, блин, бронзового уровня. Да не, нормально, все, нам воскрешалка не нужна пока. Потом ее поставим. 2 лечения убирай. Полон, ты в эту игру вообще играл, нет? Тут как бы, если я уберу 2 лечения, то у нас будет меньше карт, чем необходимо, и тогда у нас одна карта будет пустая, ну как будто замороженная. В общем, невыгодно это делать. Зачем воскрешение? За 2 акта игры так и не понял сложности игры. Нереально легкая, играя на максималке. А это моя первая карточная игра. Ты на максималке играешь и тебя ни разу не убили. Во 2-м акте уже. Ну ты гений стратегии. Либо у тебя очень длинный, короче, член, так скажем, комитета. Ну, то есть, обманываешь нас. Либо ты это самое гений какой-то, прям реально. Потому что тут, как бы ты ни подстраивался, игра такие шутки, приколы приносит, что либо ты сам себя обманешь, как он у нас. Я даже не помню, кто. Кто-то из чатика посеял своего героя просто... Ал, по-моему. Посеял героя просто тем, что проглядел припасы. И без припасов приперся к боссу, и босс убил его, потому что все карты переморожены были. Ну, короче, тут можно отлететь случайными маневрами. Тут дело даже не в том, что игра сложная, не сложная, а в том, что первый раз можно много обжечься в непонятных ситуациях. Ну да ладно. Так, а здесь что я выкину? Сколько у нас защита? 3, да? 3 защиты. Я не знаю, что скинуть. Зарядки у нас тоже 3. 3 защиты, 3 зарядки.
В принципе, можно одну защиту скинуть, я думаю. Он же все-таки дамагер. 2 защиты останется. Ох, опасен такой путь. 2 защиты. Сколько вы защитных карт с собой берете? Колитесь, ребята. Играл раз 5 за разных и тоже ни разу не страдал. Все живы-здоровы. Аполлон тоже, значит, с длинным ходит языком. Сложности были с некоторыми элитками. Они мне дали прикурить, но в основном очень легко. Ну так смысл-то тут, конечно, на элитках. Это как и Lineage 2. Тут мы с Женей, по-моему, да, вспоминали постоянно Lineage 2 с Евгением. Это фарм. Тут не элитки, просто для фарма нужны. Все. Они, разумеется, ты на них не сдохнешь, если не как я там, отвлекаясь на чатик. Естественно, я умираю только из-за того, что на чатик отвлекаюсь, а не потому, что у меня руки кривые. Да-да, верьте мне. Так, но только с элитками. Боссы, вот, кстати, безумно унылые и скучные. Тупо жирный манекен. Ну, да, наверное. Отлетаешь здесь только по спешке или совсем невнимательности. Естественно. А ну когда? В шахматах тоже ты отлетаешь, если ты невнимательнее конкурента. Один из вас всегда невнимательнее другого. Это все игры на этом заточены. Аполлон. Капитан. Капитан Аполлон. Честь имею. 3-4, как пойдет поколоть. 3-4 брони. Так, я, короче, тогда что-то это смутило меня. Я лучше тогда верну. Где там у меня броня была? Так, броню я лучше верну тогда. Ой, я не ту вернул. Куда она улетела? А вот куда. А где это? Вот она. Хорошая броня. Так, броню тогда верну. Так, чего брать? Лучше тогда атаку одну беру, ну и нафиг. Не доедим, но продадим. Не добьем, но защитимся. Так. На шмот хоть посмотреть. А то я параллельно-то другой трай играю. И там у меня шмот, конечно же, уже совсем другой. Ну ладно. Так, что у нас тут порч счет до конца? А что это такое заполняется? Это мы что, проигрываем сейчас? Или что? Кстати, я дни не посмотрел. Так, раз, 107, 108, 109. По-моему, дни не прошли, да, когда мы тут... За то, что мы остались на ночлег в лагере. По-моему, нифига не прошли. Порча 7,6%. Кошмар какой-то, меня это пугает. Так, ладно, пошли сюда, посмотрим, что тут. Проверка рефлексов на ловкость. Выберите героя, одного героя, который совершит. Над твоей головой пролетает стая птиц. Ты любуешься удивительной красотой живой природы, как вдруг на тебя обрушивается целый зал птичьего помета. Ох, не просто будет все это отмыть. А кто будет мыть свою голову? Конечно же, дедушка. Неудача, 1 очко фортуны. Выбираем навык, который заморозим. Я так понял, тут морозить вообще надо не париться. Ледяной ветер 8 сразу. Бросаем. Не паримся, выспались, и все нормально, и все пучком. И что, все что ли? Победили, и что дальше-то? Ничего не было. Ну ладно. Порча что-то 84 уже. Выполняется порча. Ох, сейчас все как испортится. Просто поначалу кажется, что много брони, нафиг не нужна броня. И вот, начиная со 2-го акта, ненавижу кактусы. Там без брони постоянное страдание. Во, кстати, об кактусы тоже кто-то убился. Кого же медведя спустил на кактусы или что? Какой-то скилл. Что-то тоже кто-то в чатике писал, что убился об кактуса, не рассчитал. Массовым АОЕ кастанул. Не помню, как именно, ну, короче, тоже опасная вещь. У меня, главное, запомнилось, что вижу кактус, боюсь и сосредоточен. Так, Евгений тоже 2-3, но стараюсь их первыми прокачать. Есть логика в этом. Слушай, а тут, кстати, на это... Они ж серенькие. Тут на более поздних
У нас серебряных хотя бы нету. Хотя бы серебряных нету ли броник где-нибудь. Так, ну тут серебро понятно, да? Тут нифига не будет. Защиты. Защитных карт. Блин, подожди, а где мне это глянуть-то? Другие школы. Другие школы. Так, тут можно глянуть серебряные. Всех школ. Так, защита. Проводимость. Дает 3 очка обороны, 2 очка обороны за каждого врага с шоком. Нам не подходит. Вот защита красная есть. Тут тоже нам не подходит. Ну, в общем, это дело изучать надо. Сидеть, втыкать. Две брони разовые. А, серое что-то опять пошло. Так, вот, серебряные пошли. Защита вон тоже красная. Так, а что синяя? Вот оно. Во, защита, смотри, дает 2,6 обороны. А, так оно, блин, оно бронзовое или какая-то. Заклинание канала. Себе 2,6 обороны. О, барьер вообще тема. Помню, был у меня откуда-то барьер. Как-то раз. Но он, блин, он это. А, ну вот он, быстрый барьер у меня. У серебряных, я так понимаю, защиток нету. В лагере серенькие легко качать. Ну, в лагере легко не только серенькие качать. В лагере легко и серебряные качать. Тогда зачем качать серенькие, если можно качать серебряные или золотые? 3-4, но я их не качал от слова совсем. Тупо в дамаг прокачка. А, то есть так тоже можно играть. А то я тут качаться собрался уже. О, щитманы серебряный, смотри, дает 36 очков обороны, заклинание. Вот это вот хорошо. Правда, 3 очка стоит, но и хрен с ним, это заклинание канала, его можно эти очки срезать. Короче, серебряный щит есть, я не буду бронзовый тогда качать. Буду ждать серебром. Отлично. Ну, по крайней мере, для деда. По крайней мере, для деда. За этих я потом сам посмотрю вне стрима. Есть ли у них аналогичная ситуация. Так, куда мы пойдем? Может быть, сюда сходим? Тут как бы снимем вот эту вот штуку в лагере. Ну, плюс карты качнем. Чё бы нет, да? Исследуем зону. Я вот люблю вот эту штуку. Прям я не могу. Я вот эту игру, прям мини-игру вообще обожаю. 30% случайный предмет. Торговец под охраной суровых наемников. Дерево, дерево. О, заброшенный лагерь. Призывает монстра. Содержит предмет. Так, мы сюда и сюда должны дойти. Всем понятно. Задание все получили. Идем. Думал, не это. Мимо прошли. Не понял, а что он за это, за фортуну продает? Что за беспредел-то? Совсем охренел? Да тут, слушай, тут шмота-то всякого разного. Шматье мое. Руна пустоты нам, конечно, не нужна. О, облик Уны. На древо девочку бы подошел. Легендарный головной убор, требуется 16 маны. Интеллекта, 16 интеллекта. Дает мудрость земель. Активатор за каждые 2 очка накладываемого эффекта статуса дает 1 очко канала. А нет, больше на мага на нашего подходит. Так. Плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к максимальному каналу. Блин, он реально подходит для нашего мага. Дайте мне золото. Так, продать. О! Так, я могу продать. 4 золота. Блин, по-моему, нам не хватит. 7% к силе, это мы оставим. Это максималка, это мы надо положить в хранилище.
Могу вот эти, в принципе, продать свитки портала, они мне нафиг не нужны. Сколько только получится. Так, 58. Там надо сколько нам? 865, не хватит нам. Ну и хватит нам на эту штукенцию. Ну если только шмотки с себя снять, еще продать. Ладно. А так шмотка классная. Но это на силу. Это фигня. Так, праведное пламя. Это у нас скипетр какой-то. Скипетр это что? Это одноручное? Одноручное, походу. Праведное пламя, оно синенькое, кстати. Но ожог накладывает, конкурирует с нашим. Ну, для Деда Мороза я не буду это брать в любом случае. Мечтатель. Жезл. Скипетр, жезл. Я, походу, один с коротким. На кошмаре без возможности воскрешения в городе с новой игры, без артов и слотов под них. Какой-нибудь герой временами отлетает. Вот бывает, нужно хоть одну защиту. А в руке только атака. Вот, Жень, ты честный человек. Что я тебе скажу? Интересно, что будет, если владыка разлома вознесется полностью на всю полоску? Гейм-овер или просто босс будет чильно усилен? Я думаю, гейм-овер будет. Не успели победить. Кстати, а кто тестил? По-любому же кто-нибудь тестил. Жалко, Алла нету, он там все протестил уже. Так, мерцающий свет наносит на... ну нам мерцающий свет не нужен. Да. Руны тут беленьких нету нормальных, пустотные одни. Так, расходники я вообще не смотрю. Это вообще непонятно, зачем покупать, если это можно наролить у нашей торговки дома, в замке. Это под силу у нас все. Лечение дает. Здравствуйте. К навыкам силы, интеллекта отстойные модификаторы. Это лучше не брать. Магический меч зелененький, тоже не наш. Так, тапки, вот. Это что такое? 50 очков признания стоит. Прям реально можно прям здесь купить, что ли? Это нестабильный артефакт. Бертрам получает максимум очков стратегии. Катрин восстанавливает все потраченные очки здоровья и снимает все истощения. Все истощение. Потерянные очки здоровья. Но это вне боя, да, я так понимаю, только. Катрин получает 1 очко сброса. Вот это вот можно взять. Мне как бы все равно это признание, я его нафармлю. А 1 очко сброса нужно всегда моему герою в этой компании добавить. Правда, не знаю, зачем мне эти очки сброса нужны. Ну, пусть будет. Ладно, тут я ничего брать не буду. Ну, хотя давайте вот этот жетончик один возьмем. Все. Жетончики эти нужны, важны. Берем и радуемся. Когда-нибудь я их потрачу. Вот они, жетончики. Они, кстати, зараза не складируются на склад безопасно. Это очень печально. Так, что, обходить будем его пытаться или не будем? В принципе, эти есть еще флажки. Это зараза, ты смотри, что творится. О, гад. Так, а я сейчас раз, вот так вот. Вот так вот. Нет, все равно попал на него. Так, припасы взяли. И в лагере припасы, что ли, были? Нет, я не попал на него, все нормально.
А, нет, попал. Погоди, ничего не понял. Я попал или что-то какой-то череп? Вроде у меня хп не понизилось. Может я это... Нифига не понял, короче. Либо игра баганула, либо я опять багаю. Как что-то, какая-то хрень произошла. Ладно, продолжаем. У нас тут еще битва впереди и лагерь, в котором мы снимем всякую дичь с себя. Материал для создания. Тайник с броней, тайник воина. А у нас с собой нету склянок для снятия. Кстати говоря. Вот же. Использовать. Айда гений. Айда вспомнил. Айда внимательный дармак какой. Я поражаюсь, насколько я внимателен. Так, в зоне находятся каменные колонны, ловушки, статическое поле. И все. Я так понимаю, орда приспешников тут нифига не будет ее. Пошли смотреть. Раз нам же показывают, что паучки, все, паучки только. Кирилл, привет, привет и тебе, бобрового, добрового добра. Нету тут никаких приспешников. Наступи на клетку, чтобы получить карту защиты. Так. Ядовитую землю создаст и ловушки уничтожит. Так бы они стояли 98 ходов. Молодец. Хороший паук какой. Кого наградить? Вот этого босса. Босс молодец. Все, босса похвалили. Так, надо нам смотреть. Так, этот в камень ударить. Отлично. Отлично. Блин, как хорошо с Альфонсо. Берешь, смещаешь всех ненужных в нужные клетки и все. И они никуда ударить не могут. Этот бьет последнего. Это тоже бьет последнего. Короче, нам надо в конец поставить того, кто оборзевший. Кто в конец оборзевший. Так. В начале раунда наклад 26 очков озноба на случайного врага, на одного, да, вот оно наложено уже, все, отлично, работает. Тема работает потихонечку. Курочка по зернышку. Так, ледяная звезда, у нас барьеры. Ну чё, пока просто шарахаем тогда, этого я не могу. Давай вот этого шарахать. Можно, конечно, через смещение сделать. Шарахнуть его. О, убил! Да ладно! Я смог, это я так специально, я так и рассчитывал все. Так оно и было задумано. Так, теперь я обратно. Щит мне не нужен, поэтому просто сюда отходим. Все. Щитов себе наподнимал. Ок, ок. Так, древодевочка. Кто будет у нас щит держать? Ты или... Ну, явно ты, да? Поднимай тогда щит свой. Вот это 14 хп мы танканем. 14... Так, 13 обороны. Так, а у нее нету, да? Хаосу защиты плохо. Плохо дело. А у тебя сколько обороны? 13. А, я же еще 3 себе даю дополнительных. Отлично, 16 обороны. О, ай да я, руны вставил. Прям как знал. ПО мне в первом акте пауки самые опасные противники. А, по мне. Я думаю, что ПО? По тебе... Ну, я вот на пауках отлетал. Когда мы... Короче, на прошлом стриме, когда мы пробовали эту королевский режим. Дошел монахом до самого босса. И он, сволочь, у него 2 атаки одновременных. Одна атака приковывает тебя, а вторая яд кидает. И ты ничего сделать не можешь. Собака. Ну, за одного монаха играли, в одну харю. О, кстати... Ласенил.
Кстати, как у тебя ник читается? Ты пробовал в одну харю-то играть? Вот, вот тебе челлендж. В одну харю или за, вот как я мучаюсь, взять чисто интеллект. И играть от интеллекта всеми тремя героями. Или там от ловкости, или от силы. Это что же интересно? Интересные челленджи. Чё нет-то? Так, это опять у меня зверей никаких нету. Ну давайте громовых разрядов шандарахнем маленько. Тут благо они друг друга бить током будут при взрыве. Тут раз, два, три, четыре, 5. Ну, вот этого никто не ударит, правда. Ну да ладно. И так пойдет. Так, одну карту оставляем. Отлично. Небесная силушка. Давайте немножечко поколотим противника. Два хода, отлично. Вперед и назад. Сюда. Отлично, все четко. Деда телепортнули прямо на яд. Ничего, мы сейчас сюда уйдем. Вот остальными что делать, я не знаю. Дедом-то мы отступим. О, эти два паучка вперед бьют. А, этот сдохнет сейчас. Этот просто вперед бьет, а этот кого? Ближайший ряд тоже в этот в камень долбит. Так, дедушку сюда ставим. Зарядок у нас нету. Странно, вроде не скидывал никто. Не понял. Моя не понимать, почему я не могу активировать. В чем косяк? Герб попадает под действие навыка ледяной ветер. В смысле? Не понял. Гер, за что? Я ни одну карту не могу активировать. Что за фигня? Кто-нибудь понял, что случилось? Не понял. Сюда тыкается. Смещение тоже не работает. О, заработало. Да ладно, у вас такое было? Такой глюк. Так, короче, переключился на Катрин, и тогда только смог, ну или на союзника можно переключиться, и тогда все активируется. Все чудесатие и чудесатие. Ты, кстати, ты кого бьешь? Он бьет толпу, надо будет оттуда уходить. У яда могущество, да, могущество. У всех тут могущество. Могучее могущество, блин. Надо будет один камень развалить, тогда сюда одному персонажу уйти. Блин, вот бы его сейчас ослабить было нормально. Ну ладно, уж не буду. Не буду ослаблять. Минуснем лучше паучка. Наверняка, чтобы было. Этот в камень, этот по последнему. Ну не по последнему, по квадрату, блин. Цель существо в самом дальнем ряду. Ну понятно, значит самое дальнее, самое верхнее. О, а если мы сейчас сразу двоих освободим? Девочку сюда сдвинем, сюда сокола поставим, а эту девочку сюда сдвинем. Как такой вариант? И неуязвимость повесим. А зачем мне тогда сокол? Я на себя могу неуязвимость повесить. И ничего он мне не сделает.
Так, но перед неуязвимостью, я помню, сначала надо стену шипов замутить. Стена шипов есть. Ну, едку, естественно, повесим. Так. Все. Теперь тропу духа. Кто имба? Я имба. Так, все готово. Блокируют карты с меткой атаки. Я даже и не знал. А это без метки атаки громовой шквал. Так, ну вроде бы теперь все. Чего нестабильный арт не активировал? Забудешь ведь? Мы тебя знаем. В смысле? А, точно! А где оно находится? Вот оно. Эффект активации. Активировать. Все. Спасибо большое, что подсказал у Катрин. Теперь у нас очки сброса. Вот оно появилось одно. Замечательно. Потом узнаю, что оно делает, это очко. Пока не особо вдавался в детали. Так. Кем мы ходим-то? Катрины? Катрины. Катрины надо свалить. Либо сюда, либо сюда. Что лучше? Лучше, наверное, яд. 6 очков яда. Тут что? 10 очков шока. Лучше 6 очков яда. И еще и нормально станем, короче. Так. Наверное, смещением это сделаем. Чтобы и правильный удар, и отклонение, и все как надо. А, правильный удар мне не надо делать. Они тут и так все покойники. Можно скалу разбить с досады. Зачем мне скалу разбивать? Драку. Так, круг очищения. Если я сейчас на нашу девочку сразу кастану, у нее все эти всякие слабости свалились. Замечательно. А вот шок не сваливается, потому что шок это не проклятие. Шок это статус. Знаете как? Элитный статус. Это статус. Ну что, настало твое время? Профессор Жвала. Жвала. Так, перетягивает цель в передний ряд. Ага, замучается он в передний ряд, перетягивает там 2 камня. Так, 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 зарядка есть? Есть. Зарядились? Ледяная звезда есть? Есть. Погоди, вот этой шандарахней. Так, теперь магическое усиление и на ледяную звезду на эту кастанем. Да. Вот это, мне кажется, хорошая тема. Правда, босс уже скоро сдохнет, но все равно. Так, сделал, окей. Что-то не то, подожди, у нас же обе прокачаны были. Ледяные звезды. Звездочки. Косяк! Какой-то косяк, но, видимо, после боя будут обе прокачаны. Подожди, почему у этой 2 зеленки? Но одна зеленка это за жезл, это которую мы вот здесь взяли. Владение жезлами. Плюс 1 ранг карт предметов, накладываемых, короче, в жезлах живущих. Вспомнил. А второй это руной. Нет, здесь руны нету на ранг. А, да, есть. Повышает ранг привязанных навыков. Да-да-да, есть. Это как раз вот руна, она и повышает. Все понятно. А вот здесь у нас руна возвратная. Нам бы вот эту же руну, такую же.
она называется? Блин, сейчас уже не посмотреть. Ну ладно, белая, наверное. Так, ладно, понятно. Что у нас тут, какие дела? Добиваем. Союзник получает 4 очка насмешки и укрепления. Перемещает на любую клетку. Если духовный зверь. А если не духовный, то не перемещает. Так, отлично. Этот паук сдох, один остался босс только. Смотри, делаю все по канонам. Сначала убил всех слабых, потом занимаюсь боссом. Первый раз, случайно. По фокусу сработал. Так, ну что, мочим? Мочим, отклонение вешаем. А чё бы нет? Пойдет. Прошел не все акты, только 2. Возможно, далее все-таки игра удивит. Ну, я не думаю, что она тебя удивит. Если ты уж 2 акта прошел, не удивившись. Так, глюки есть временами. У меня из рюкзака не выходит стрелкой назад. О как. Если выпала не та карта, из-за фортуны не переролилась. Бывает и так. Можно взять любую и уже за очко сброса заменить на нужную. Кстати, Евгений, вопрос тебе. Я тут делал, короче, это. Предмет заточил в зеленку. С серого заточил его в зеленку. Ну, вот этой пылью, да, магической. Мне там дали, допустим, плюс 2 очка здоровья за победу над элитным боссом. Ну, типа такого чего-нибудь. При максималке 4. Я, короче, беру, сбрасываю. По-моему, деталями сбрасываешь или чем там, не помню. Снова запыляю. Снова плюс 2 очка здоровья за победу над элитным боссом. Строчка. Я в шоке, короче. Думаю, может быть, потому что окно не закрыл. Надо было закрыть. Закрываю окно. Выхожу, все переделываю. Опять зачаровываю. Дается плюс 3 очка. Короче, за победу над... Короче, тип строчки не изменился после того, как окно закрыл. Ну, я не знаю, может, совпадение просто было. Короче, пробовали ли вы зачаровывать предметы и сбрасывать тут же, и потом опять зачаровывать, перезачаровывать? Вот. Выдает разные или одни и те же? То есть, чтобы не обжигаться, чтобы не тратить ресурсы, просто я что-то больше не стал пробовать. Надо будет проверить еще. Ну, вдруг вы уже проверили. Или тоже что-нибудь такое заметили. Вы подсказываете. Так, что-то ты еще не сдох, что ли? Так, кого убиваем? Чем, точнее, убиваем? Этим. Добавляет 1 ранг. Так, добавляем. Так, еще больше урон. Не, ну что не говори, медведь, конечно, много урона вливает в противника. Ни разу не попал. Что, загрызут, не загрызут мои птахи противника? Нет, не загрызли. Придется праведным ударом добивать. Все, пойдет. Так, теперь он ходит, он проиграл, и мой статус не должен сработать. Да, все отлично. ХП не потеряли. О, зелье воодушевления. Вернули. То, что потратили перед боем. Что-то здесь не так, говорит Пьер. Пойдем-ка по этому следу. А где след? А, во, открылось темнолесье. Цель открылась.
Ну, мы как бы возле костра стоим, чем мы туда пойдем? Да? Я думаю. Пока сюда завернем. Так, нам ничего с вами не дали? Не дали. Ну, не сильно-то хотелось. Сволочи жадные. Так, сидим мы, значит, 12 часов. Повторение. О, что будем качать? Нам 19 уровня пока нету, 15. Качать у кого будем и что? Серебряные навыки. Кстати, а ледяной я могу вкачать? 25 уровень нужен. Проблема. Нет, здесь у нас ничего не вкачаем. Можно громовые разряды вкачать, как бы. О, серебряные, обусловленное подкрепление. Вот это возьмем. Так. На нашу дамочку. Белобрысую. Нам тут припасы бы не помешало еще подсобрать. Я думаю, мы их через дрова в костер что-нибудь там придумаем. Как собрать? 2 следующие битвы и 1 очко канала каждый ход. Вот это тоже возьмем. Отдых, 1 истощение и события. 1 истощение, да? Так, тогда фураж. Фуражку сюда. Костер сюда. 2 единицы припасов дает. Интересно. Отдых мы сюда. 2 припаса. Давай дрова в костер. 2 припаса, потом дед завязает. Целевой герой вытягивает одну из своих способностей лагеря. Ну, это мы опять же на нашу девочку, наверное, закинем белобрысую. Да. Так, значит, так и сделаем. Этот по припасам, этот сюда. 2 горячие еды создает. Во, сейчас, как, кстати, вовремя. 2 горячие еды создаем и отхиливаем белобрысику. Так, дед. Нет, какой дед? Пусть девушка готовит горячую еду, а дед вон за дровами идет. Знаю, что коленки больные, иди давай. Так, качаем мы вот это подкрепление, либо... Ну да, наверное, подкрепление. 5 очков насмешки вместо 4. И это типа круто, да? Это типа вкачанная карта. Ну ладно. 2 очка истощения убрали. 10% ОЗ. Так, я на нее хотел вот эту карту еще кинуть, да? Одну из своих способностей. Так, давайте, наверное, еду горю. Ах, она потом холодной станет. Ну, холодный тоже 1 очко истощения снимает, так что хрен с ним. Вытяни сохранки на рабочий стол, когда будет много ресов, и проводи опыты. Тебе же еще гайда воять. Тут сохранки можно на работу. Я что-то вообще про это не подумал. Реально, можно же сохранки скопировать. Ну да. Надо побольше ресов набить. Я сейчас набью побольше ресов во 2-м трае в своем, который без стрима веду. И попробую, поэкспериментирую. Ты прав, хорошая идея. Она вот простые идеи, они почему-то в голову сразу не приходят. Очевидные. Так. Сделаем, да? Нет, не сделаем. Так, пусть сделают вот эту штуку. Костер, кто угодно. Подожди, костер, кто угодно. Кто у меня будет затачиваться? Наверное, вот эта мадама. Да, у нее тут круг очищения надо. Очищение. Круг очищения. Непередаваемое очищение. Девушка.
Затачивайся. Дрова сюда. Очки фортуны. Ну пусть будет. 2 горячие еды. О, снова классная штука. Пусть будет. Разбойники. Так, опять что ли? Вот это да. Вот это разбойники. Ай да разбойники. Ломятся прям. Как не к себе. Так, ладно, все-таки так сделаю. Круг очищения. Угу. Хорошо, апнули. Ты готовь сама себе. Ты в костер прыгай. А припасы-то я не я не нашел припасы. Достаточно много. Ну и ладно, вот эту штуку сделаем. Благословление. Оборона в течение следующей битвы. Каждый ход 4 очка обороны. Офигенно. Так, горячая еда сюда. Тебе же. Ну все, у нас один ход в принципе остался. Тут заниматься особо нечем. Можно вот сделать рацион. Ураж. Ну и дрова в костер как раз. Горячая еда, вот оно. Все мы сняли. Отлично, все, продолжаем приключения. Мы целенькие, невредимые и 2 ранга получили. Так, еще и забафались. Отличное место. Магическая броня, тайники охотника. Источник заражения. Спустись в пещеру и отыщи там источник заражения. Источник заражения находится в пещере. Блин, мы так припасов-то нам хватит. Можно... О, я придумал. Мы сейчас вот этого грохнем, магическую броню заберем, потом через портал домой. Там все пополнимся. Да, все, поехали. Как раз у нас бонусы сейчас под босса. Ну, какой босс? Мини-босса. Под мини-босса. Поехали. Сейчас мы это замутим. По идее, наверное, по прямой надо в игре идти. Прям идешь прям к этому к владыке разлома и ломаешь ему все, что не сломано. А все, что сломано, восстанавливаешь и еще раз ломаешь. Дух. О, вот это непонятно, что делает. Вот от него можно вот сюда вот убежать и все. Давайте просто убегу. Сюда-сюда. Все-таки призову птицу, все-таки призову. А птицы не дали, что ли? Погоди. Не дали нифига. А, может быть, ей дали вместо птицы. Там же какой-то этот... Карту обороны. Дух Сокола получает обороны 12 очков. Нет, не то. Что она подобрала сумку-то? Тайник охотника. Открой и получи карту ловкости. Карту ловкости. Что за карта ловкости? У нее вроде как все так и было. Сокола. Вот, и тоже вроде так и было все.
Ладно. Ты куда бьешь? В середину? Серьезно? Цель в течение раунда... А, конкретное существо, понятно. Долбанули. Раз, два, три. А, не получится. Так, надо заряжаться. Сначала долбанем, потом зарядимся. Зноб телепорт. Тут рис... О, птичка сдохла. Жалко птичку. Праведный удар. Тут праведный удар не так выгодно, как просто пройтись туда-сюда. Небесные силы эти всякие. Зеленая карта — это карта ловкости. Ну не, это понятно, что зеленая карта — это карта ловкости. Но у птички они были первые две карты зелененькие. Они по умолчанию вот эти когти. Вот дедом надо перейти сюда. А, может быть, слушай. Может быть, что у друидки нету зеленых карт? Так и у деда у меня, по-моему, нету зеленых карт. Или они это, случайные зеленые карты? У друидки вот зелененькая есть одна. У деда ни одной нету. Ну-ка. Как мне замутить-то? Куда встать? Так, а давайте, наверное, вот так сделаем. Сюда и сюда. О, едкая стрела, точно, вон появилась. Далее ту, которая у тебя есть. Спасибо. Рядом буду, не забуду. Чё ты? А, тебе надо сюда встать. Ты чё? Дает 2 очка неуязвимости, разоружения, беззащитности. Чё, только на себя, что ли? Ну ладно, хрен с тобой. Золотая рыбка. Все равно он нас не пробьет. Неуязвимых-то. Попробуй пробей. Блин, дедушку надо сюда тогда отводить. Надо было его сразу переместить. О, магическое есть. А потом не сможем, да, ледяное кастануть? Не сможем. Тогда сразу туда ледяное. Все, убили босса. Ну ты-то чё? Давай тебя зарядим. Уклонить. Подойти. Подойти. И чё? Мини-босс повержен. Вот деду вместо последнего таланта может лучше взять доп-карту из ветки ловкости или подхил из силы. Если есть, конечно. Доп-карту из ветки ловкости зачем? Доп-карту из ветки ловкости. Вместо последнего таланта. Говно броня. Это не для нас. Амулет, но это в сокровищницу пойдет. Так. Еще раз. У деда последний из ветки ловкости. Последний кто там? Талант. Вместо последнего таланта доп-карту из ветки ловкости. Так, вместо последнего таланта вот этого. Вместо наблюдательности. Взять доп-карту из ветки ловкости. В смысле? Доп-карту из ветки ловкости. Тут вот же доп-карта, вот здесь где-то. Вот, сохраняет на одну карту больше в конце твоего хода. Вот же. Тоже есть доп-карта.
Вот это хорошая подготовка, дает на одну карту максимум карт в руке. Ну это же аналог вот этого. Сохраняет на одну карту больше в конце хода. Вот это же аналог. Тоже доп-карта будет в руке в начале хода. Нормальная тема. А вместо чего ты хочешь? Вместо вот этого проверок и инициативы? Ну да, наверное, нам не хватает карт в руке. Ну, слушай, да мы потом возьмем. Может быть, я шмотку найду такую. С дополнительной картой или заточим. Так, давайте попробуем что-нибудь заточить. У нас всякие эти приблуды-то есть. Так, быстрее. Он про третью строчку ловкости, я так понимаю. Ну, я, наверное, правильно понял. Так, попробуем что-нибудь заточить. Так, сначала в сокровищницу все складываем. То, что планировал. Так, это на ловкость мне не надо, на силу мне не надо. Вот это, кстати, максимальная перчатка. Плюс 7% к силе. Вот рекомендую всем брать вот эти вот на проценты, на мультипликативные прибавки. Не просто плюс 1 к силе, там она всегда будет плюс 1, а вот 7%, ну вы поняли, да, кто умный. Сейчас дизлайков понаставят, кто не понял. Узнаю за то, сколько не поняли. Почему проценты хорош? Потому что чем у тебя больше силы, тем больше ты силы получишь в итоге-то. Ну понятно, да? 7% это максимум. Там разброс, по-моему, от 3 до 7, не помню. Сейчас посмотрим. Где у меня тут? Перчатки. Сила. Да. От скольки до скольки-то я не писал, да, я только максималку взял. Ну, в общем. Да, 7% вот это вот самая крутая тема, я так думаю. И вот это очки действия. Короче, можно перчатки заточить вообще нереально. Вот прям сейчас увидел. Плюс 1 к ОД, плюс 7% к ОЗ и плюс процент к необходимой вам параметру. Только это надо представлять, сколько сбрасывать, закачивать, сбрасывать. Во-первых, надо перчатки с одним из этих модификаторов сразу выбить. И тогда уже эти перчатки качать. Вот так вот, как бы проще. Ну вот мы к силе уже перчатку выбили, да. Останется просто к здоровью и к очкам действия выбить себе модификаторы. Ну как выбить? Улучшить, чем мы сейчас и займемся. Там, кстати, видно было, что я сейчас показывал? Не видно, да? Я же нифига не включил экран. О, да. О, да, я как обычно. Все показал. Ну, короче, вот я что показывал вам. Вот здесь вот. Можно увеличить, а тут что-то не видно нифига. Вот. Зачарование. Вот что в зачарованиях больше всего в перчатках дается. Сила это по умолчанию. Вот это по умолчанию. Это зачаровать нельзя. То есть лучше перчатки брать сразу к тому параметру. Остальные продавать, разбирать. Все, что хочешь с ними делать. Но вот прокачивать лучше вот именно вот эти перчатки. Какие-то из этих. Вот у нас на силу как раз. И затем постараться выкачать что-нибудь из этого. Может даже оба. Потому что 2 раза прокачать можно зачаровать. Ну, а усилить тут уж как получится. В общем, вот, теперь показал. Вечно показываю самому себе. Так. Можно то ли Ctrl, то ли Alt, не помню, зажать и навести на шмотку. Это ты про возможный разброс? Вот это от 5 до 7% Ctrl тут, да, вот Ctrl же у нас все показывает. Разброс от 5. Ну, в смысле, в принципе, от 5-то нормально. Можно и 5% себе взять. Ну, 7 максималка. Вот у нас, например, перчатка на 5%, она не подходит. Для того, чтобы прокачивать. Буду искать перчатки на 7%, причем каждому. Знаете, как в этих приключениях Шурика. Каждому. Так, ладно. О чем это я?
О чем это мы? О чем это ты? Так, кто тут? Я здесь. Так, давайте качать. Зачаровываем предметик какой-нибудь хороший. Пыль у нас есть. Пыль у нас есть. Я, правда, не знаю, что нам лучше зачаровать. 2 урона от атак заклинаний. Ну вот, жезлы, они всегда одинаковые. То есть у них другого быть не может. Давай жезлы и прокачаем. Дедушкины жезлы. Ой, куда я тыкаю? Так, оружие. Жезл. Зачаровать. 4 раза он может зачаровать. То, что беленьким цветом будет. То есть призванные существа получают плюс 8 к максимуму ОЗ. У нас уже не будет, да? Ну, понятно. Озноб нельзя будет наложить. Ну ладно тебе. Ну, короче, смотрим, что получится. Расход можно вытянуть карту за убийство. Раз вход, карту за убийство, жезлы. Это максимум же, да? А, ну это единственное, тут нету разброса. Ну, кстати, через Ctrl уже можно посмотреть, реально. Удобная штука. Хорошо заточилась. Мне нравится. Давайте еще заточим на синенькую теперь. Там что получится, то получится. О, максималка! Жезл элитный получился, прикиньте, с первого раза. Все максималка. Сопротивление холода тоже максималка. Тут от 1 до 3. Царь во дворца, царь во дворца. Все супер здорово. Теперь надо эти сферы где-то и попробовать усилить еще жезл. Крутяк. Так, дед, забери. Так, еще один жезл дедовский, вот этот. Тоже попробуем его. Тут как получится у нас. О, тоже максималка. 4 очка здоровья за победу над элитным существом. От 2 до 4 тут идет. Ну-ка, еще синенький. 2 сопротивления хаосу. Да ладно. Кто самый везучий сегодня из нас? Офигеть, 2 элитных жезла сразу получил. Вот так вот. Бывает же. Круто, круто, круто. Круто, круто, круто. Подожди, хаосу. Хаосу это вот этот. Двоечка. 10%. Так, у нас там что-то еще осталось с вами. Вот это еще покровы мага максимальная. Максимально крутая шмотка, потому что она сразу дает 3 очка обороны к навыкам интеллекта. Выше быть не может. От 2 до 3, вон. Тут даже все написано, блин, для дураков. Ой, чего же я раньше сюда не смотрел. Так, попробуем зачаровать тогда еще эту шмотку. У нас, благо, еще можем позволить себе, Диана. 2 раза, еще 2 шмотки можем зачаровать. 1 к силе. Фигня, конечно, ну ладно. Пусть будет. Так, и еще одну шмотку нам надо зачаровать какую-нибудь. О, 1 к интеллекту у нас есть шмотка. Тут ее по-хорошему бы сбросить вообще полностью. Так, пояс у меня уже прокачанный. О, а кольца же тоже можно. Вот, плюс 2 к урону от атак, плюс 5 к инициативе. О, во-во-во, амулет, блин, не зачаруешь, у меня синеньких нету. Тогда, наверное, венец. Попробуем венец. Всему венец. Венец всему голова. Да ладно, тоже максималка. А что случилось-то? Игра сломалась или что? Я вроде сегодня ел нормальную еду.
Жесть. Я в шоке. Все идеально потратили. Крафт он поначалу интересен и важен. Дальше только цвет и тип дырок меняешь. И то, когда вспомнишь. А зачем менять цвет? Тип дырок я бы еще понял, а вот цвет-то зачем? Ты все равно белые руны же вставляешь. Тупо влом было крафтом заниматься. А вот у меня наоборот. У меня тяга постоянно максимизировать урон по врагам. Ну или себя максимизировать, апнуться. У меня, короче, хомяк есть в душе. И вот он не может потерпеть полсилы играть. Так, оказывается, можно сильку так крафтить. А, синьку в смысле. У меня половина шмоток зелени и половина легендарки. Ну, легендарка, она тут, видишь, она уступает, может, синьке, если синьку ты на максимум за апл. Не, ну ты так и не пались с читами-то. В смысле с читами? Ну да, наверное, у меня читы встроены какие-то. Что тут, читы есть? Я думаю, еще не изобрели их под эту-то игру. И зачем тут они нужны? Как бы ты сам говорил, что в нее играть. Легко. Так, я забыл, знаете что? В городе забыл пополниться. Пополняем припасы. Сейчас мы далеко пойдем. Так. Я все выложил, да? Давайте на всякий случай еще посмотрим. Это я не сломал. Так, перчатки я не выложил. Перенести. А вот тут уже... А вот это у меня что, рукавицы тут делают? Плохие рукавицы, 7% всего. Ломать их буду. Щит у меня тут лежит, палки какие-то, копалки. Вот это урон от атак заклинаниями вообще бредятина полная, потому что просто +2 к урону намного лучше, чем только от атак заклинаниями. Нафига я ее там коллекционировал? Вот легендарка у меня, но это на ловкость дальней атаки, это на лучника. Вот еще есть эссенция редкости. Можно в синий предмет что-нибудь превратить. Но я думаю, пусть лежат. Буду копить. Потом, когда сольюсь, буду юзать. Так. В общем, это можно все ломать. О, зеленый порошок еще даже получу. Это хорошо. Так. Вроде бы все, да? Можно еще попробовать закупиться. Деньги-то есть. Но, я думаю, покупать стоит только синий шмот, который вот реально уже... Уже на все топовое. Нет, этот не на топовое. А тут синего шмота нету. Ну и ладно тогда. Два обороны интеллекта. Неудачная шмотка. 2 козе. Тоже неудачная. Ладно. Побежали. Побежали убивать. Убивать, нагибать. Нам надо сюда. Прыгать. Вроде бы все взял. Вроде все взял. Я же все взял. Мля, читер. И в отпуске он. И пруха пошла. Явно ведро чего-то съел. Нельзя так ролить статы максималкой. Слишком подозрительно. Ну вот видишь. У меня получилось, и у вас получится. 98 дней до Вознесения. Впереди крепость. Войдя внутрь, ты не сможешь покинуть зону до тех пор, пока не закончишь исследование и не доберешься до ее конца. А мне чё? Делов-то пошел, да все, чё мне подумаешь. Заново начнем, трай. В воздухе застыл отвратительный запах. Земля под твоими ногами периодически вибрирует. Словно ты в брюхе у зверя, который вот-вот проснется. Ну да, я часто бываю в брюхе зверя, я знаю, как это по ощущениям. Когда земля вибрирует, да, мне тоже кажется сразу так. Вспоминаю сразу эти моменты веселые, когда я в брюхе зверя сижу. Что за идиоты писали? Так, 104% найденному золоту.
Плюс 104, то есть в 2 раза больше золота, что ли? Офигеть. Так, в зоне можно найти на 1 предмет больше. Ну, я думаю, мы их залутаем. А чё они тут стоят на меня, смотрят такими глазами жалобными? Я не могу пройти мимо жалобных глаз. Я же добрый человек. Я несу добро руками, ногами и кулаками. Так. Бросок топора накладывает кровотечение, если пробьет. Если не пробьет, то не накладывает. Так, пока я думаю, на центре мы останемся. И начнем, и начнем. Ну ладно. Что-нибудь. О, может у них что-нибудь усилить? Активатор вон можно усилить. О, праведный удар можно усилить, кстати. А ну-ка давай-ка праведный удар усилим. Третьего ранга. Это тебе не хухры-мухры. 66 вместо 57. На 9 урона больше всего лишь. Вообще ни о чем. Так, еще раз зарядка. 7 критического удара. А, я вспомнил, у меня же одна из карт зарядки, и она критом заряжает. Критом. Забыл совсем про это дело. Так, кого первым грохнем? Вот этого, я думаю, дамочки разберутся, да? Давай, наверное, вот этого волка грохнем. Так, волк, все. Теперь на дамочку немножко спихнем. Так. А ну, ловите. Еще раз. О, получше поймали. Удачная возможность же есть. Ну-ка, давай сюда встанем. Сейчас как колдану. Долбану. Праведным ударом 3-го ранга. Блин! Он бы и так сдох. Ну ладно, хрен с ним. Так, отклонение. Все. Так, минус 2. Двоих убили, 3 пришли. Как гидры прям плодятся. Какая красота, можно в верхний ряд встать и вообще вот этого убить, и нас никто не тронет. Так, переходим в верхний ряд. Через смещение. Тут снова магическое усиление. Есть. Что оно меня так соблазняет-то, а зарядок нету. Я бы сейчас ледяную звезду мог зарядить. Так хочется. Ну, блин, заряжу, потом не смогу ударить ей. Эх, черт. Ух ты ж, 51. 3 карты брони вывалились. Бывает. Так, мне надо наверх улететь. У нее что там, активатор есть? Удачный возможность. Так, надо долбануть. А, у меня нечем. Ну ладно тогда. О, да ты бафер от бога, древодевочка древесная. Давай еще вот так сделаю. Только вот слетело сразу одно укрепление. Че тут отубить смысла нету? По волкам? По волкам, да. По волкам. По ним, пожалуй, надо бы стукнуть.
-1 +1. Сейчас придет босс босявый. Я думаю, его тоже быстро убьем. Мини-босса. Что у него там за броня? А, иммунитет. То есть на него мой мороз действовать не будет. Он 8 раз, точнее 3 раза бьет по 8. Ну ты чё? Опять началось. О. А какой у меня там? Нету той зарядки, которая с критом. Но она мне в принципе и не нужна. Так, по боссу, значит, бить нету смысла, да? Тогда этих надо всех выстегивать. Надо было назад шаг сделать, а потом... Ну ладно. Докуда дошел в другом сохранении и на какой сложности? Ну, я всегда на максимальной сложности. Чтобы одинаково играть-то. И там я там даже из города не вышел. Это можно вот гайды посмотреть. Гайд и лайфхак. Там видно мою вторую миссию. Ну, еще была другая, самая первая миссия. Ну, там вообще жесть. Там меня, по-моему, завалили. Как это, зачем цвет менять? А как синюю руну в красную дырку пихать? А зачем синюю, когда белая лучше? Можно отверстие белым сделать, но то другое. Нет, зачем отверстие делать белым? Белую руну надо пихать. В любую дырку белая руна вставляется, Жень. А белые руны самые крутые, смотри. Или чё? Ну ты-то, чё я тебе показываю? Ты и так в курсе. 150 слишком много. 125. Вот белые руны. Повышает ранг. 4-й ранг максимальный, это нам просто говорят. Белая руна. Вставляется в любую дырку, любого цвета. Будут добавлены в колоду еще раз. То есть карту удваиваешь. Золотую какую-нибудь вставил в предмет. Вставляешь белую руну, и у тебя 2 золотых карты. Понял, да? В руке. Или не будут. Ну, это руна пустоты, это ты знаешь. Не будут добавлены в твою колоду обнулять. Ну, это бредовая руна, конечно. Она нафиг не нужна, если руки прямые. Модификатор возврат. Урон на 25% больше. Плюс 60% вернуть карту обратно в колоду, если карта разовая. Крутая же тема? Крутая. Опять же для элитных карт. Модификатор ограничения расходует очки стратегии вместо очков действия. Выгодно? А еще как. В некоторых случаях. Ну и дает сопротивление там. Ну это так себе. Можно добивать, знаешь, если вот этих рун покупать и добивать ими шмотки с дырками. Часто же дырки пустуют. Вот этими рунами нормально добивать. Вот. А ты что из этих аналогичного что-то можешь предложить? Тут ничего толкового больше нету. Такой же мощности. Я так думаю. Ну ладно. Птица, ставь наряд с активатором медички. Да-да-да, с петами тоже. Я знаю. Работала во всяком случае. Работает. Я также и делал уже раньше. Так я уже делал, просто мне... Ай, птица по шее получит, вот что не хочется. Видишь, от этого волка она получит по шее. Неуязвимость мы, в принципе, бы на нее кинули, если бы она только для всех была, а не только для нас. Было бы круто. В принципе, можно... Не, нафиг. Два очка укрепления. Ну, блин, брони-то нет у нее.
Можно вот эту, кстати, девочку на центр поставить. Тогда нормально будет. Она, в принципе, все станчит на себя, все, что можно. Все, что тут есть, наверное. Или нет. Там дед станчит, прямой удар. Ну да, можно сюда поставить. Тропа духов нафиг. Противники уже все известные. Ничего интересного они предложить не смогут. Праведный удар. А, ну тут все, да? Тут и противников-то больше нет. Так, ледяная зазвездюлина сейчас как раз замечательно у меня кастанется. Диана. Я не на того, я привык, что у меня маг сзади стоит. Блин, тьфу, блин. О, давай духа, сокола кастанем. Блин. Какого хрена я так сделал? А толку мне от этой звездюлины? Ему бы статусы кто снес. Так, волка убил. Статусы же можно вот так сносить. Но жалко, она ходит не первый. Ой. Да блин, не так карт хватается. Третьего уровня. О! 87 хп вместо 60. На 17 хп больше. Ну и урончик, конечно же, тоже подрос. Все, теперь нормально, не забуду, не потеряюсь. Ой. Какое неэффективное расходование ударов. Красная ночный бой с этой картой тоже офигенная штука. А, красная руна. Но это только один раз, видишь, начать бой. В первом ходу она будет работать. Руна одноразовая получается. Это не очень эффективный расход. Расходование. Вот ярость, мощь. Ярость интересная штука. То есть ты кастанул что-то, например, заряд маны тот же. Ой, заряд каналов. Или как он там называется? Заряд маны, да. Кастанул на себя, и плюс на тебя одновременно, вот, например, тут привязанная 3 очка критического удара наложилось. А там на тебя наложится ярость. Это плюс 30% к следующему урону. Вот это крутая штука. Но это на физиков, конечно. Которые чистым уроном вливают. Ну или вот на нашу вот эту мадаму бы подошло. Ярость вообще тема. Да, я снял с него статус. Бейте его теперь. Молодцы. Клинок.
для ловкача. Вытяни одну карту, получи 10 очков критического удара. Скрытый клинок. Крутая штука. Для этого, как его там. Плюс 5 к найденному золоту из 10. И плюс 1 к урону от дальних атак. Ну, короче, кольцо, конечно, ломать. 5 ловкости вместо 7. Ну, снова не те перчатки. Когда я уже... А, ну это ловкость еще. Даже в этот схрон не пойдет. Так, тут тоже невыгодная. Невыгодная. Кроме интеллекта толкового ничего нету. Ну, очищать можно. Можно очистить ее до интеллекта. Это тоже, кстати, хорошо. Тоже хороший аксессуар, потому что он обычно идет сразу с встроенной картой. А со встроенной картой он нафиг не нужен. Вот тут 5 инициатив, кстати, есть, да, у меня. Тут тоже встроенная карта беспонтовая. Удачная возможность. Тут сразу интеллект первый идет. Вот очистить и еще раз перезаточить. Ну, такое себе. Лучше новую заточить. Так, чем очищать. Что делаю? А, выбираем одну только? А, ну так естественно тогда эту. А я тут губу уже раскатал. А оно, оказывается, рано раскатал. В смысле? А вот так нельзя было, да, сразу родить? Вот дают. Так, что там, оденем на кого-нибудь? Сопротивление хаосу. Интеллект. Каждый шестой ход плюс 3 инициативы. О, слушай, инициатива. Инициатива вот у нас здесь, да? Один интеллект и карты больше. Вот это, наверное, сюда накинем. 2 от атак в ближнем бою. Но это мы нет. Это мы на склад понесем. Это я одевать даже не буду. Вот тут у Колчана последняя заточка классная получилась. Вот все остальное. Ну, ловкость хорошо, вот максимум здоровья мало. Ну и вообще оно нафиг не надо, вот это 1-3 разброс. Так, ладно, что у нас? Сюда идем. О, так, потом сюда, потом туда куда-то. Так, мое любимое. Идем к торговцу, покупаем на халяву чего-нибудь. Тут могучий монстр есть, правда. Сейчас будем лавировать. Ах ты же, он тоже бегает. Так, есть за 10 золотых. Там за 3 фортуны брали, а тут за 10 золотых. Выгоднее? Выгоднее. Можно еще припасов набрать. Ну, не можно, а нужно. На всякий случай лучше взять, потому что золото стоит копейки. Ничего страшного. Лучше взять. А, нас зажали. А мы сбежали. О, факелы. Туннели. Опять эта дура что-то орет. Так, ты находишь ванайский алтарь, излучающий странную и мощную энергию. В алтарном камне есть углубление для оружия. Если тебе повезет, алтарь наложит на предмет, который ты выберешь, сильные чары. Или разрушит его. Ну, в общем, или не сильные чары на него наложит. Что нередко случается. Что поделать, такова природа чар. Измени предмет с помощью непредсказуемого и могущественного модификатора, за силу которого обычно приходится заплатить. Ну, давайте заизменим. Че мы не изменим-то? Изменим. Где-нибудь серенький возьмем какой-нибудь. Вон там на инициативу который, да?
Над поверхностью алтаря поднимаются завитки алого дыма. Они окутывают предмет и навсегда меняют его свойства. -6 к физическому сопротивлению. Зато талант ядоустойчивость. Ядоустойчивость. +2 очка к сопротивлению хаоса. Твои очки яда уменьшаются на 10% медленнее. Так, я сейчас вот это сразу скопирую. Ядоустойчивость это у нас в этих, да? Талисманчиках. В амулетах. И сюда сразу закину. Вот она у нас ядоустойчивость. Потом ручками подпишу, наверное. А может так оставлю, не знаю. Не знаю, я вредный. Как настроение будет. Так, хорошо, принимаем. Так, что тут у нас за халява? Могущество на карту, накладывающую статусы. Ложить через оборону. Да, кстати, да, могущество. Согласен, есть у меня же у самого, у дедушки заклинание. Где это ты про что читаешь-то? Что мы там смотрели с тобой? Ой, я не помню. А, руны, да, мы смотрели. Могущество. Синее, модификатор могущества. Да, вот это прикольная штука. Мне про нее уже тоже кто-то говорил в чатике, что ее можно наложить. Но, да, можно тоже. Ну, ладно, можно. Но модификаторы, они сами по себе крутые, да. Модификаторы крутые. На один предмет больше. Понеслась. Тут слабый противник. Тут мы убьем легко. Тут-то я точно не проиграю, не солью, никого не потеряю. Кстати, не надо не забыть про эту золотую карту, которую я получил-то. Воскрешение. У босса может пригодиться. У босса в гостях. Так, заряд маны мы юзать, наверное, не будем. Незачем. У нас 17 обороны. Пусть бьет по мне. Так, этого убили. Отлично. Так, стена шипов тут бесполезна. Громовой шквал, больше шансов есть что-то нормального сделать. 5 очков насмешки. Крепление. О, слушай, а давай наложим на себя. Вот так. Блин, только на союзника зараза накладывают. Чуть перестал бросок топора работать, не понял. А, потому что цель насмешка, он сбрасывает все цели, все понятно. Все эти конкретные существа сбрасываются. Че, праведный сенсей? Плюх. Плюх. Все, нету ни одного. Блин, ни одного врага не осталось. Бывает же так. За один раунд. Подмога пришла. Без босса. Этого зря. Какую белую руну ты сунешь в шмотку без карты? Без карты? А зачем без карты всовывать? С карты же самый смак. Ну, если у тебя опять же нету карты, ну, пока ты не преобразовал шмотку под карту, я думаю, что в любом случае белую надо под карту. То есть берешь, идешь, шмотку преобразовываешь. Понял, да, меня? Чтобы первая ячейка была под карту. И тогда уже встаешь. Пока нету,
Я говорю, покупаешь вот эти вот руны, которые на иммунитет, ну, на сопротивляемость. И все, их во все дырки распихиваешь, в любые незанятые. Временно. Я думаю, так. Ну, можно, конечно, подумать, погадать там что-нибудь. Тут модификаторы. Модификаторы. Но это все модификаторы под карту чисто. Вот эти все под карту. Вот это вот не под карту. Что за вопрос тогда? Ты издеваешься надо мной, что ли, Жень? Конечно, только вот это и ставится. Другие-то вообще не ставятся. Ну, как бы, смысла других не будет. Издеваются надо мной, главное. Ай-яй-яй, бессовестные какие все люди пошли. О, крит. Вот, кстати, тут написано 3 очка критического удара. Мне дают 7. Кто понял, как это работает? Я так и не понял. Почему 7? Что они посчитали там еще? Нафиг других заряжать, я себя буду заряжать. Эти вообще, я их не знаю, кто такие. Так, от этого можно вообще увернуться. Так, ну что, мы тебя добили? Так, тебя мы добили, а вот тебя... О, тебя точно добили. Паук остался недобитый. Ну, от паука, я думаю, мы так защитимся. А вот это куда бьет? Тоже по мне. Убейте меня, 7. Нормально все будет. Сдюжу. У меня щит есть для этого, чтобы вы по мне били. О, было бы круто, если бы она в руках барабан держала. Знаешь, так, они бьют, она так его подставляет, и они бьют барабан. Бьют в барабан. О, босс пришел. Посторонись. Блин. Братва. Пройти дайте. Босса мне надо шмальнуть. Тюремщик, шанс 100% наложить. 100% наложить укоренение на случайного героя врага в начале раунда. А, ну вот она на нашу друидку упала. Так. Сейчас мы, наверное... Что, птицу сдвинуть с места? Ладно, так. Сдвинемся. Птица сама двигаться не может, поэтому... Сделаем лучше так. Блин, хотел же зарядом сначала, ну ладно. Опять неправильно сделал. А критически пропадает, что ли? Да ё-моё, я думал, он как слабость. Ой, уязвимость. Не пропадает, пока не ударишь. Проглядел. По деду бьешь. 3 раза по 7 это сколько? 21? 21. И еще ты? Нет, ты в другого бьешь. Так, ну что, деда надо уворачивать. Или не надо?
Сейчас все по ней бьют. А у нее брони не так-то много. А у этой неуязвимость. Вот пусть один раз хотя бы по ней долбанут. Че по мне-то бить? А вообще я мог уже убить и все. Вообще не париться. А, ну... О, кстати, 7 раз по 3. Фу, блин, 3 раза по 7. Это что, первая неуязвимость снимется, и потом еще 2 раза на 14 урона прилетит? Или как это работать будет? Тут тоже еще вопросик маленький. На всякий случай надо круг очищения кинуть. Очищение. Нет. Неуязвимость все взяла на себя. Да она ровно один ход держится. Неважно, сколько раз ударишь. Неснимаемая. Это хорошо. Блин, опять у меня маг залагал. Так, надо же его еще нам хорошенько зарядить на очки стратегии. Поганые птицы сейчас добьют же. Чёртовы птицы. О, Сот пришел. Привет, привет. Крит может шмотка от перемещения давать. Это я знаю. И у ловкача в ветке перк есть. Если в начале хода с союзником в одном ряду, может, с этим крит считает. Это я тоже знаю, но мне почему-то 7 дают, я не понимаю почему. Вместо 3. Там 3 должно давать. Поэтому по цифрам. Отвлекаю. Давно твои герои в монастыре не просыпались. А отсюда выйти в город нельзя, пока босса не завалишь. Ну, босс-то мы завалим. А владыка разлома что, здесь уже, что ли, будет? Проверки на ловкость, эссенция редкости. Здесь же нет, не будет владыки разлома, я думаю. А боссов-то мы валим. Только дым столбом стоит. Только в путь. Сила. 1 очко брони. Это не круто. Тоже не круто. Выбери одно. Ну тогда выбираем то, что будем ломать. Наверное. Вот это, если что, можно будет сбросить. Нижнее. А, 1 очко брони, это что? Это максимум, что ли? Колчан, начни битву с 1 очком брони. А, брони, не обороны, брони. 2 максимум. Нормальный колчан, слушай, даже ломать не буду. Босса, босса. Сила. 1 очко брони. Ладно, нормально все. Давайте по... О, какой-то там дальше ход. О, лестница есть, крутяк. Так. Ой, ведь Катрин сидит с алтарем. Но это я все не успею сделать. Так, давайте, наверное, сюда. Это что такое? Сундук с броней. И свалим. Капюшон. 6% ОЗ. Плохо. Плохой капюшон. Хотя посмотреть, может быть, он лучше, чем у меня. 1 к силе, удачная возможность. 1 к ловкости, но 6 к ОЗ. Сколько у нее сейчас ОЗ? 40. А у этой 45. Вот ей выгоднее. «47». Плюс 2 ОЗ. Капнуло. Нормально. Так, больше никакой лестницы нету. Мини-монстры. Мини-монстры, это ничего страшного. Кучка маленькая. Искатель. Валюта. Изоита.
Нормально. Прогулялись маленько. Логово гнили, ярус 2. Тут еще надписи есть. Вот логово гнили, ярус 1. В этой зоне расположена крепость. Ее нельзя покинуть, не исследовав до конца. О, еще одна карта. Радость-то какая. Халявная. Блин, мини-игра халявная. Так, это мы успеем, да, все сделать? 2 единицы припасов. Блин, нам 2-то не надо. Полезные компоненты. Материалы для создания. Руна. Опа, она, руна. Крутяк. Материал для создания тоже. Так, что мы успеем туда-сюда метнуться? Успеем. Камень пустоты. Для сброса пойдет. Да, только сюда не успеваем, да? Нет, успеваем. Руна зелененькая. Блин, привязанные навыки дают плюс 1 очко к скрытности при использовании. Случайно меняет ценность предмета с шансом в 1%, улучшает его до случайного легендарного предмета. Меняет ценность предмета. Ну, серенький, короче, обмазываешь. И будет либо зелененьким, либо синеньким. Навыки дают 1 очко скрытности. Скрытность. Твое следующее действие активирует эффект скрытности. Что за скрытности? Нифига не объяснили. Толку. Как она работает, эта скрытность. Ну вот можно будет какой-нибудь навык запихать. Предмет. Так, какой-нибудь навык запихать в какой-нибудь предмет. Так, в предмет с зеленым, да, нам надо, зеленая же руна. И будем эффект скрытности себе активировать. Ну давай вот небесную силу. Что за скрытность? Хрен знаю. Так. Что-то поблескивает в пыли рядом с телом. Что это может быть? Тело похорони сначала, мародер хренов. Исследовать, получить предметы. А мне повезет неактивное. А, фортуны 2 нету у нас. Понятно. Получили предметы. Зои-то. События. Что-то боев нету, да? Ну и хорошо. В небольшом алькове лежит несколько скелетов. А вдруг рядом с ними что-то поблескивает. И это привлекает твое внимание. Опять поблескивает. Там поблескивает, тут поблескивает. Игнорировать. Зачистка зоны дает 9 очков здоровья. О! Хил после боя. Нормальная тема. О, босс! Так, источник заражения. Мы его нашли. Спустись в пещеру и отыщи там источник. Мы нашли, короче, источник. Так, карта. Карта. Так, изменить колоду. Где там моя золотая карта? Плюсик, спасение есть. И лечение убираем. Все. Ну, вроде поехали. Скрытность то для плута. Как для тебя канал. Мне он нафиг не надо, скрытность. Ну, нафиг тогда не буду. Лишний раз вставлять в предмет. Блин, ну и руна тогда мне это нафиг не нужна. У меня нету плута. Работает как условие для срабатывания доп урона от карт ветки убийцы. Блин. Сокол укажет путь.
Какое-то время ты идешь по пещерам. На земле следы расплавленного воска. Так, значит, кто-то здесь со свечками бегал. И каждые метров 50 на стенах встречаются странные нарисованные руны, каких тебе раньше не доводилось видеть. Толчки теперь ощущаются в 3 раза сильнее, и через каждые несколько шагов на тебя сыплются камни и галька. Вскоре открывается проход в просторный грот, освещенный множеством свечей. Кажется, их здесь более сотни. На земле начерчена зловещая пентаграмма, вокруг которой расположились 3 культиста. Они сидят на коленях, наклонившись вперед, и словно в трансе что-то произносят на неизвестном языке. Что-то мне Тею напомнило, там тоже какие-то культисты сидели, что-то делали, что-то бормотали. Про Велеса что-то там, да? Пытались вернуть бога Велеса. Точно. Так, внезапно, тут все внезапно в этой игре, происходит особенно сильный толчок, явно исходящий из пентаграммы. Ишь ты, геолокатор какой у тебя встроенный. Ты слышишь, как в проход позади тебя сыплются камни. Ритуал завершен. В гроте материализуется большой портал, и из него является кошмарное чудовище гигантская паучиха. Ее глаза сверкают голодным светом. Глаза злобного, но разумного существа. На ее голове сияет черный кристалл. Культисты смирно стоят, пока паучиха стремительно пожирает их одного за другим, словно жертвенных агнцев. Это что за идиоты просто? Вот что за идиоты? Какой смысл, призвать чудовище, чтобы оно тебя сожрало? Ты проще спрыгнет, в грот в какой-нибудь. Он и так в гроте, они все втроем в гроте и сидели. Да ладно. А вот черный кристалл меня заинтересовал, надо вырвать. У тебя совсем немного времени на то, чтобы предпринять что-нибудь, прежде чем паучиха обратит на тебя внимание. Атаковать, пока она пожирает культистов, спрятаться за ближайшим сталактитами, отступить в проход. В любом случае начинается схватка. Какой смысл, я не понял. Давайте, пока она культистов пожирает, атакуем. Ты атакуешь, пока у тебя есть преимущество. Три варианта. Начинаете схватку. Ой. А что, всего одно действие? Призыв всего одно действие. И ты себя зовешь. И ты еще борешься за звание самого главного паука в этом подземелье. Лошара ты. Так, паук-скакун. Понятно. Этого можно грохнуть, вниз уйти всем. Вниз далековато, конечно. Но лучше вниз уйти, потому что следующий паук вверху будет, этот нас не достанет. А поэтому можно будет работать. Короче, всем лучше вниз. А чё за... я ее чё не это самое? А чё, как это? Черт! Не понял. Я же ее вообще не трогал. Ее карты. Что у нее с картами случилось? Шмотку, наверное, какую-то поменял, в которой была карта. Точно, шлем, наверное. Нет. Да. Там шлем был этот. Вот этот на ней. Точно, с удачной возможностью. Короче, будем считать, что удачная возможность у нас одна заблокирована. Балбесина. Ну ладно. Ничего страшного. Я специально фору дал. Так.
Последним ходит нормально все. Надо еще деда сместить. Ну его нафиг, смещать его, потом сместим. Сейчас этого паука грохну. Ой, не получилось паука грохнуть. Что делать, как быть? Нормально все. Терпим. Блевануло пауком. Так. А у нас-то нету тут дополнительных ходов. Можно просто сместиться, можно попробовать завалить. А давайте, наверное, вот так сместимся и завалим. Все. Отлично. Этот... А чё он по мне бьет? Слушай, что в самом дальнем ряду? В смысле дальнем? Вот же дед в дальнем. Шел вон. Деда бей. Так, давай деда подставим. Пусть деда бьет. Чё он? А, цель же. Насмешка. Твою мать. Накидал на себя всякой херни. Напомнил про Тею, вчера смотрел, чуть слуха не лишился. Убогий микрофон зло. В смысле? Я... Моё, что ли? Мою Тею смотрел или что? Или у кого-то смотрел? Ну, видимо, у меня, да? Был у меня один микрофон злой, и это... Когда ребята в чате не пишут, бывает... Сидят и спят. И никто, собака, не скажет, что у меня микрофон тихо выкручен. А там, может, шипел, да? Плохой был. Ну, там у меня от камеры был. Может быть, конечно. Не помню уже, что там было, когда. Сколько уж там лет назад я тут и играл. Ах, надо было сначала так, потом стрелой. Ну ладно, не важно. Меня бейте, короче. Вот. 2 хода можете меня бить. Девочку, белобрысику. О, заряд маны с критом. Все как надо. Сейчас мы все сделаем. Еще и звезду зарядим ледяную. Что-то вечно заряжать приходится. Где моя вторая звезда, которая заряженная уже на 4 рана? Так, что этого грохнем? Или босса начнем? А что он делает? Чумная стена. Создает ядовитую землю на всех клетках в выбранном ряду. Да и пофигу на нее. Так, тут у нас больше 100 урона. 106. 106 урона. Наверное, в босса выгоднее. Все это дело слить. Шмяк. Не пробил. Броня не пробита. Так, этот все, откинулся. О, спасение пришло. Перетягивает цель в передний ряд. Прям на этот, что ли? Прям на яд. Так, давай, наверное, заменимся тогда. Так, а как мне сделать, чтобы... А, потом сюда уйду.
Вот так. Все. Все равно собака перетягивает цель в передний ряд. Вот зараза. Не успел я все-таки сюда уйти зря. Ну и прям на яд его, правильно. Ага. Паук позже деда ходит, нормально все. Вот это удачненько, они сейчас рядом друг друга шарахнут. Шоком. Неуверенность вытягивать. Ну ладно. Так, что, свалим? Так, заряды обычные. Так, пока не буду заряжаться на его нафиг. Так, отличненько. Пока что норм. Круг очищения мне нужен. Первую Тею даже. Первую, охренеть. 2 года назад, которая она мне в свое время не пошла. Да и перевод был неполный. Ну, первая Тея, она быстро надоедает. Насмешка, коварная шутка. Ну да, надо всегда о ней помнить. А то так и уедет медсестра в Вальгалу как-нибудь. Воскрешение-то у нее, кстати, да, на нее вообще насмешку не надо вешать. Я, кстати, вывод делаю конкретный. Что делать? Тяга. Зашибись, босс делает тягу. Ну, нормально. Ядовитая земля заканчивается. Я всегда расстраиваюсь, когда противник делает хрень. Вместо того, чтобы нагибать. О, птицу давай. Птицу тяни, нормально все. О, птица получает насмешку. Отлично. Ни разу не попал. Блин, надо было эту вытянуть карту, чертову. Так, заряд маны. Крит. Сейчас мы шандарахнем, потом еще с критом шандарахнем. 33. 38. Еще ледяным осколком. 213 мороза. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе? О, а у него на спине, смотри, еще хрен сидит. А я что-то даже не заметил. Блин, босса жалко приблизить нельзя рассмотреть, что там на нем нарисовали. Ну ладно. Праведный удар. О, кстати, Катрин прям правильно стоит в серединке между всеми. Лечение хорошо работать будет. Если, конечно, попадется нам. Так, 26 урона. Чего? Всем врагам.
Это мне на самые последние клетки надо стать. За каждую клетку между тобой и целью урон снижается на 2 очка. Это мне надо броню на каждого накинуть. И встать в самый конец. Броню на каждого. Это хорошая шутка. А если я сейчас укрепление сделаю? Не поможет же, да? Все враги. Черт. Ну чё, тогда начинаем так делать. Сюда. Сюда. На спине это и есть босс, а это большая фигня, это маунт. Четко. Сверху самец, а не тут это. Во время боя прямо, да? Не вовремя ты, в общем, зашел, а так она ручная. Да она не кусается. Да погладь, она не кусается. Да что ты боишься? Знаю эти разговоры. Так, ну он уже под ознобом, так что урон мы понизили. Ой, так говорю, как будто могу что-то другое предложить. Броню на себя накинуть же надо, да? Убить мы его все равно успеем. Хоть деда спасем. О, немного что-то. Немного, вообще немного улетело. ХП. Сколько тут? 13 хп. И тут 14 хп потратили. А, то есть вот в этой клетке вообще еще меньше будет, что ли, урона? Ай! Как так? 13, 14. А тут написано было, что на 2 меньше урона. Разница 1. Ничего не понял. Ну и хрен с ним. А, может быть сопротивляемость еще точно. Точно, здесь сопротивляемость 10%. Ну, значит, реально. Что-то там. Можно вот сюда было встать. Ладно, пофиг. Теперь уже пофиг. Теперь просто бьем. Пока она стоит, ничего не делает. Круг очищения. 13 хп восстановить. Ладно, пойдет так. Птичку не восстановил, одну не зацепил. Надо будет ее обратно передвинуть. Квадратиками этими лечиться вообще классно. Так, так, стенки всякие тут. Зарядки. Оборона. Так, передвинул. О, передвинул. О, насмешка. Пойдет. Громовой пендель тоже пойдет. Неуверенность. Да, напоминай мне, напоминай, что я лох. Вот забываю, блин, вот каждый раз, когда переобмундировался, проверь, блин, карты. Шмот поменял, карты проверил. Надо себе это сделать правило. Взять в правило. Нафига я заряжался? $900 хп осталось. Как тут этому боссу можно вообще слить? Он лошара.
Круг очищения опять пришел. О, линия жизни. Блин, линия ряд же. Ряд. А написано линия жизни. Надо было ряд жизни тогда назвать. Что попало делают? О, на себя надо было кинуть 46 жизней. О, кошмар какой, целую одну жизнь. Не восстановил. Так. Четвертый ранг. А, нет. Что какой? Четвертый, да? Четвертый ранг у карты. Что он делает? Паука призывает? Паука. Нафиг. Ой, 33 хпшечки всего. Бедненький, маленький. Опять. О, на линии теперь. Теперь нормально. Рука помощи называется на линии. Избиение. Мне босса жалко. Это еще не владыка разлом. Капитан очевидность. Че, отхилиться надо, что ли? Девятый раунд. Как я его долго мучаю. О, опять это классное заклинание. Защищаемся. Семьдесят 2 хп. А, не успеет походить у нас. Ну ладно, так. Не важно. Отхилиться не успели. Странные позиции сейчас были для убийства. Ух ты ж, сфера предсказателя, 4 штуки дали. А это что такое? Легендарный кинжальчик. Дает призыв паучка. Нифига себе. Вот дать ее этой друидке. Пусть призывает. Кстати, синий паучок. От интеллекта. 2 урона от атак заклинаниями.
Призванные существа получают 5 очков критического удара в начале твоего ухода, 2 очка здоровья за убийство приспешника. Нормально. Можно даже боссу дать, нашему Деду Морозу. 2 к урону от атак заклинаниями. У него же заклинания все. Тело паучихи падает на землю, содрогаясь в предсмертных конвульсиях. Интересно, придет ли со временем жизнь в этой части леса в норму? Раз ритуал был завершен, а чудовище убито. Ты вытаскиваешь обсидиан из головы паучихи. Вот, я же говорил, черный камень меня интересует. Все, зачистили. Сейчас опять Аполлон придет, ты там что-то пропустил, ты там что-то пропустил. А я реально пропустил. А вот тут-то не был. Черт. Ну, Аполлон опять прав. Априори. Так, ладно, что там у нас? Лапы. Один штук. Вот она, синергия. Зачем-то. Непонятно зачем. Давай смотреть, как она работает. Синергия. Вот я открыл. И здесь у меня те же самые карты. Просто плюс еще одна карта добавляется. Автоматически так, вытяни одну. То есть вытяни одну карту любую, да, не ту, что у меня есть в колоде. Нормальная тема. Пусть будет. Погоди, не понял. Это глюк, что ли? А, Пьер. Тут у них у каждого все понятно. Так. Здесь мы что берем? Что берем? Берем, наверное, сюда идем. Через ХП или через повышение ранга? Через повышение ранга, наверное, нафиг нам через ХП идти. А у нее там есть что повышать? Тут сейчас опять я возьму. Громы эти молнии. У нее 16 уровень. Громы молнии. Ну, можно, в принципе, грому молнии повысить. Такой себе. О, кстати, сразу изменить колоду, елки-палки, пока вспомнил. Что-то отклоняшки только. Синенькие. Или реально кинжалы ей дать? У нее же вот заклинание это есть, кроме молнии. Точно. Так, это вместо чего ей дать? 2 урона к ближнему бою. А у нее нету в ближнем бою ни хрена. Нафиг ей вообще эта булава. Идеально. Теперь она паучика. Паучка может призывать. Паучика. Чика-паучика. Так, и не надо нам лишнее отклонение. Или что я там добавлял? Погоди, так у нее вообще брони что ли не было? Стена шипов только? А, у нее стена шипов была и стадо. На броню. У нее 2 скилла на броню. Ну блин, надо хотя бы 3, чтобы было, да? Ну что-то надо выкидывать тогда. Да что выкидывать? Ну и пусть будет 3. 13 карт. Фиг с ним, пусть будет 13 карт. Ё-моё, что я парюсь вообще? Так. Ранг. Молнии, да, заточить? Давай заточим. Во, первый раз открываю. Инкрустация таланта 2-го ранга.
Так, вот она, второй ранг пошел. Что тут у нас? Снегоходец. Плюс 2 очкам к сопротивлению холоду. Ага, сопротивляемость повысить. Ослабление урона от твоих очков озноба. Длится на 1 ход дольше. Ну это если Деду Морозу давать только. Ну не хиллеру же. Так, добытое могущество. Эффекты исцеления и статусы, которые дают расходники, увеличены на 100%. А, только расходники. Так, эффекты исцеления и статусы, которые дают расходники. Расходники относятся только к статусам или к эффектам исцеления тоже? Ну, скорее всего, ко всему. Блин, в 2 раза лучше бы хилило, тоже бы неплохо было. Предводитель легионов. Плюс 1 к максимумальному количеству призванных существ. В смысле? Не понял, а что у меня ограничение по количеству призванных существ? А, это вообще хиллер. Кого я смотрю? Это хиллер у меня. Она вообще ничего не призывает. Зловещий подарок. При первом использовании вход заклинания огня, холода или молнии дает очко критического удара, равное модификатору интеллекта. Лимит эффекта 15. То есть максимум 15 крита. Мало. Деду из легендарки бури метель. Карту в шмот и руны мощь. И истинная сила. Первый ход. АОЕ обморожение на всех. Из легендарки бери метель. Карту в шмотку положим. Руну мощь положим. А истинная сила что дает? Истинная сила делает АОЕ, что ли? Ну это я понял. А что за метель? Ну ладно, с дедом потом разберемся. Карты добавляются от прокачки синергии. Под конец будут использовать ос 2 персонажей. Наверное, ничего не понял. Но дальше сам увидишь. В общем, временами заходи и смотри, что изменилось. Ну, конечно, конечно. Конечно, ничего не понял. Черный жнец. Плюс 1 к урону от заклинаний. Восстанавливает 2 очка здоровья при убийстве. Если враг был элитным, восстанавливает 6 очков здоровья. Ну, вот это вот лучше нашему колдуну Деду Морозу. Стихийная эгида. Твое сопротивление огню, холоду и молнии снижено на 30. Твое сопротивление процентов огню, холоду и молнии становится равно наибольшему значению сопротивления какой-либо из 3 стихий. Сложно, очень сложно, если бы мы понимали, что от нас хотят, но мы не понимаем, что от нас хотят. Ну, я понял там, ну, нахрен мне это надо. Ну, типа, если у тебя одна, допустим, 7 максималка, а другие единички или нули. Если у тебя другие нули, то у тебя 7 нерфится, ну, или сколько там, 15, да? 15, по-моему, да? 15 очков защиты. Сопротивляемости молнии, допустим, нерфится на 30%. Это у нас 4,5. Это вместо 15 будет 10, короче. И все защиты сопротивляемости становятся равны 10. Все 3. От огня, от холода и молнии. Это интересно, дальше свыше потом можно будет, нет, взять. До 75 догнать. Процентов. Ну, до 15 очков. Ну, короче, ладно. Или, блин, кого я считаю это вообще сижу? Там, так. Одно дает 5%.
Так, 15. А, ну правильно все говорю. 75% максимальная защищенность. Ну ладно. Твое сопротивление это я понял. Механизм адаптации. Если ты не разыгрываешь ни одной карты в первый ход, можно перемешать колоду и вытянуть новую карту. Дает 35 очков. 35% от максимальных очков стратегии в начале битвы. Теряют все очки стратегии в конце битвы. Теряются. Чё-то какие-то, блин, плюсики с минусами. Чё за фигня? Вот это вот зловещий подарок самая тема. Хотя вот, блин, критический удар, это опять же, это надо в этот же ход разыграть. Ну вот это тогда снегоходец брать, чё. Ладно, потом, если что, переделаю. Хрень, не понравилось мне. Второй ранг этот вообще никак у интеллекта. Что там предлагают? Так, что, сбегаем? Событие. Ух ты. Красота какая. Пол неожиданно уходит у тебя из-под ног. В открывшемся люке копья и окровавленные трупы. Я так понял, они уже очень-очень давно были окровавленными трупами. Ловкость. Героя, который совершил... Ох, как хорошо, что мы сейчас сюда пошли. Дед будет прыгать. У него лучший модификатор. Фортуны нету. Удача. Удача на нашей стороне. А что получилось-то? Опыт просто получили или что? Понятно. Валим. Так, все зачистили вроде. Домой. Сейчас нам скажут, что мы молодцы. О, сразу двое. Мы так близки к разгадке. Сдаваться нельзя, теперь только вперед. Да, именно такой самоцвет нам нужен, чтобы разрушить теневой барьер. Принеси мне еще один такой же, и я смогу приступить к созданию противодействующего заклинания. Да ладно, еще один. Так, спать не будем, ну его нафиг. Я лучше расходник сделаю, а то там позакрываются эти пути всякие. Где там расходник выпить? Не знаю, что сломать. Давайте сюда сложу все, что есть. А, вот это ломать надо. Так, все сломали. Пополнили кошелек и пойдем. А, вот, давай проверим сначала, что там в магазине. Может быть, что-нибудь синенькое интересное появилось. Беленько. Руна пустоты вот нужна, ты мне как зайцу стоп-сигнал. Тоже фиговая палочка. Ладно. У этого легендарки. Глянц сброса. Ой, фигня это все. Так, теперь мы идем. Куда мы идем? Сюда идем, да? Еще мне одну, говорит, принеси. Где там наши журналы? На болото. Активирую ориентир болот, чтобы обеспечить безопасность региона. В последнее время здесь случается слишком много убийств и похищений. Это мы легко. Ориентир болот активируем. Вот он. На болотах. Побежали. Так, с картами я там все правильно сделал.
Ну да, вроде бы правильно. Здесь у нас защиту неохота выкидывать. Ух ты, какая бабушка с тростью. Показывает на всякие достопримечательности, которые она выбила из других людей. Далеко в глуши ты набредаешь на хижину. Хрупкая старушка приветливо приглашает тебя войти. Она обращается к тебе как будто к хорошему знакомому. Но ты не сомневаешься, что видишь ее впервые. Она предлагает тебе один из 3 предметов на выбор и просит взамен толику твоей удачи. При этих словах по ее лицу пробегает хитрая ухмылка. Ха, у нас нет фортуны. Нечего с нас взять. Иди ты нахрен, ничего я не буду у тебя брать. Какая-то ты подозрительная тварина. Так, баррикады на передовой команды. Зона находится на пересеченной местности. Вот теперь жалею, что нет. Не рассказали мне, что бы было, если бы я у нее что-то взял. Руна пустоты тебе нужна. Тебе уже люди говорили, убери из колчана стрелу. Не мне это. По-другому ее надо убрать, не через руну, а через изменение предмета. Да пока ладно, хрен с ним будет. Пусть лежит. Вот она, импровизация появилась. А, это 2 тупых волка. Короче, они постоянно усиливают свои характеристики и нифига не делают. И чё? Чё случилось? Я импровизацию нажал. А, мне заряд поди вылез какой-нибудь, один из них. О, призыв паучка! 2-го ранга. Так, ну-ка давай, паучок. Искажение реальности. Вот из-за тебя, да, я так стою. Паучок, нагибай. Стой здесь и нагибай. Твое дело правая, победа будет за тобой. Опять же на себя. Я опять забыл, что эта тропа духа только на меня кастуется. Сейчас этот, блин. Я смогу долбить? О, я могу долбить из-за щита. Из-под щита. Призывает лютоволка 1-го уровня, который будет тебе помогать. Мне? Мне помогать? А, ну понятно, ему помогать. По-моему, не будет он ему помогать. Ну, паучок прикольно получилось. Настоящая призывательница у нас Око Духа. +1 к силе. Нормальные тапки. Зачистка зон дает 8 очков здоровья. Зона занята нежитью. Что-то знакомое про 8 очков здоровья. Это случайно я ее не выбивал тут недавно?
Кто добьет? О, добили одного. Ну хорошо, противники простые. Когда их мало, легко играть. Чем меньше, тем проще, считать не надо эти все. Блин, опять у меня маг залагал. Да что ты будешь делать? А может сначала мне остануть? Так, давай, наверное, сначала постанем. Сокол 3-го ранга будет. Все получше. А что 9 урона все? А, что у него защита, это чертова. Так, следующий. Кольцо, 1 урон от атак. Плохое, сломать. На болото активировали. А ориентир уже рядом. С помощью него можно быстро вернуться в гарнизон. Да ты что? Ну все, активировали. Сейчас нам следующее задание дадут. С твоей помощью ориентир болот восстановлен. Если хотим помешать владыке разлома, нужно продолжить поиски культистов в регионе. Мы возьмем след врага, это лишь вопрос времени. Если ты возвращаешься на болото, учти, что мы все чаще получаем донесения о появлении в регионе культистов. Нас просят найти людей, которые путешествовали по тем местам, а потом исчезли бесследно, как и не было их. У культистов на болотах логово. Сомнений нет, слишком уж дерзко они действуют. Сомнений нет, у них там логово. Пополнились. Так, что там надо было разобрать что-то? Ой, куда я лезу? Так, это в заначку, это с собой, это разобрать. Так, и что-то я еще хотел. А, вот здесь что у нас? Ой, вот здесь. О, место одно свободное, я ничего туда не запихал, прикинь. Бессовестный капец. Так, что сюда запихаем? Припасов больше. О, золота больше. Командой найдено. Так, а здесь что? Люциус. Нет у нас Люциуса. Руны при слиянии нет пока. Это не надо мне. Бертрама у меня нету. Фортуну на 1 максимум увеличить. Зоита, Зоита, конечно. Все, Зоита. Зоита всему голова. Так, все, побежали дальше. На болото. Или что? Кого делать-то? Что делать-то надо? В поисках культ... А, опять бегать, да, и пока вот этот путь не откроется. Путь дыра. Так. Где лагерь? Вот лагерь есть. Побежали в лагерь. Вот я что придумал. Повышать ранги карт. У нас какие уровни? 16 пока только. Что-то уровни вообще не растут никак. Так, а карты у нас есть какие повышать там? У девочки тут 1 громовой шквал можно повысить и все, да? У остальных все повышено.
Ну... Ничего повышать. А, кстати, да. У кого в колчане едкая стрела? Вот как ее отсюда выковырить, не испортив предмет? Я выковырить ее хочу. Ой, не зачарование только. А, ну да, зачарование. Колчан, короче. Усилить предмет, снять чары. Не то, не у нее. Сброс ячеек. Сброс цвета инкрустации. Так, сброс ячеек. Вот это сбрасывает встроенную или не сбрасывает, нифига. Что-то, по-моему, оно нифига не будет сбрасывать. Давай попробуем. О, сбросило. Ай да я, ай да гений. Все замечательно. Все хорошо. Сбросили мы лишнюю карту. У девушки. Красавицы. Там лишних больше у нас нету. Нигде там не понравилось. Так, у этой нету больше лишних. Это мы сами запихивали. А, вот, отклонение, кстати, можно еще сбросить. Но это если я ее сброшу, то мне надо что-то... О, ледяной осколок добавим. А, погоди, это я одну из карт обороны убираю, получается. Это же неправильно, да? Да, это неправильно. Тут отклонение такое же сильное, как у меня быстрый барьер. Лаба она слабая, другое дело. О, удачная возможность можно сбросить. Вместо нее запихать что-нибудь другое. Вот, например, отклонение, потому что здесь всего 2 броньки у меня. А надо 3, да? Точно. Что тут? Удачная возможность. А, нифига, вот это, наверное, не сбросится. Ну-ка, пошли попробуем. Пошли попробуем, как там это все будет работать. Максим Сергеевич, привет-привет. Я Тугодум? Почему я Тугодум-то? Фига пришел с ноги, дверь выбил, ты, говорит, Тугодум. Чё к чему? Не, удачная возможность так и остается. Тут другая не может быть. Ячейка. Не получится с этими так провернуть финтушами, прокрутить. Единственный возможный вариант — это нам просто другой купить. Ну, тут тоже удачная возможность. 3 к инициативе. 1 к ловкости. 5 к инициативе. Вот это можно взять 5 к инициативе. Чем оно хорошо? Сейчас мы его тоже сбросим. Ядоустойчивость нам нафиг не надо при минусе к физическому сопротивлению аж целых минус 6, офигеть. Поэтому сейчас мы это сбросим.
Хотя... Ладно, все, пусть так будет. Все, передумал я, короче. Пошли, пошли воевать. Ну его нафиг. Так, это я все купил. У меня все с собой есть. Карты у меня все нормальные. Побежали. Побежали сразу. Сюда, что ли? Это долго. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. И откроем две точки, да? Да, давай отсюда, наверное. Опа, вход в пещеру, отлично. Торговец рунами, человек, продающий тщательно собранную коллекцию рун, переходит в случайное место, если с ним не взаимодействовать. Так, что, ловим его или бежим в пещеру? Давай-ка, наверное, его ловить. Да твою мать, опять руна пустоты. О, руна большой уверенности. Руна большого духа. Прикинь, что, второго уровня руны, я их первый раз вижу. Так, цветные карты этого предмета превращаются в навыки силы. Увеличивает бонус к характеристикам на 10%. Привязанные навыки дают 0,2 очка стратегии при использовании. Чё? Ну вот такая есть. Обычная, без увеличения бонуса. Характеристикам на 10%. А вот это вот 0,2 очка стратегии при использовании. Привязанные навыки дают. А это, по-моему, у нас и было такое. А, вот это было 0,1, стало 0,2. Как же мне сделать-то тут табличку-то переделать? Под второй ранг. Наверное, надо скопировать. Вот так как-то это все сделать. Так, и там у нас превращается в навыки силы. Что-то там плюс 10 к чему? Увеличивает бонус к характеристикам на 10%. Так, все. Хватит, это я потом оформлю все как надо. Сейчас главное, чтобы не потерять это все. Ну все, конечно, круто. Вот это мне точно сейчас не нужна, если только в карман положить. Давай в карман положим. Покладем, эти заберем. И не дотянуться никуда. Ну и чё, можно в принципе рун куда-нибудь ставить. В синий предметик, да? Броня. Во, кстати, ему и дадим. У него там на броню какую-нибудь. Он барьер плюс. В смысле, синяя же? А, во. Второго ранга. Большой дух. Отлично. Их же можно вытаскивать? Второго ранга тоже можно вытаскивать. Нормально. Ага, отличненько. О, можно даже вот сюда вставить. А, тут зеленый цвет, кого я гоню.
Так. О, еще одна карта. Сундук с броней. Берем. Знакомая вещица. А кто у нас лучше? Ну ладно, это тоже на склад потом. Я пьян, красив, сейчас буду затрахан. Она пошла душ принять, а мне завтра на работу. Че, я рад за тебя, зачем ты об этом всем говоришь, непонятно. Кто-то прячет здесь золото. Что ж ему не повезло? Кучки золота маленькие, да? Надо Альфонсу что-нибудь другое сделать. Обезвреживание ловушек. Ладно, пусть золото кучки. Будем просто их игнорировать. Открывай случайный пункт, минус 1 единица. Содержит предмет с небольшой вероятностью. Припасы получили. Припасы потратили. Так, тут валюта, тут предмет, тут у нас предмет, тут валюта. Синие ботинки, да ладно. 2 к проверкам на ловкость. В сундук пойдут. Ну да, в сундук. Так, вопросик. Потом кострище будет. Ты замечаешь слепого старика, сидящего на распутье. Услышав шаги, он радостно приветствует тебя, дорогой. Добрые дороги, путники, не найдете ли монетки другой для старика? В чаше перед ним ты видишь несколько мелких монет. Так, фортуну получить за 7 золотых. А, взять золото, потерять фортуну. Ну, не то, это я прочитал. Потеряно 50 золотов, добавить модификатор в зоне, можно найти предмет расходник. Зачем нам предмет расходник? Нам лучше золото. Улетела вон, короче, в запердя. Туда мы не пойдем. Так, теперь идем сюда. Место для лагеря можно, конечно, алтарь еще разбить. Да ладно. А вот это нифига не это, не апается что-то в поисках культистов. Почему-то. 57%. О, так. Что мне там, кому надо было заточить? Последнюю карту-то. А, белобрысый. Громовой шквал надо заточить. Давай с нее сразу начнем. Припасы есть, с ними запариваться не будем. Дрова в костер. Две единицы припасов. Расходник. Психотоник. 2 единицы припасов. Фиговина. Так, закачиваем громовой шквал. Вот он у меня есть. Какую карту еще бы прокачать? О, зарытый предмет. Красота. Так, какую бы карту ей еще прокачать? Или не ей? Ладно, давай, наверное, ей. Какая нам разница? Можно любую прокачать, на халяву качаем.
Предмет нашли, выкопали. Хороший капюшон. Семь очков обороны. А, зелененькая. Ну ладно, это у нас тоже в сундук. Так, флягу пока юзать не будем. Карты вторжения не оказывают никакого влияния. Зачем мне это? Не надо мне это. Так, надо нам готовить уже. Надо готовить. Ну что, мы улучшим стену шипов или стада? Стадо, наверное. Часто я его использую. Заклинание канала еще. Одну из своих способностей лагеря. Одно истощение. А вот я у нее хотел способность лагеря взять. Так что давайте готовить, кто-то из вас будет. Очко фортуны. Вот сейчас импровизация бы упала куда надо. Не упадет она куда надо по-любому. Ну да. Куда не надо упала. Все больше земель оскверняется, мощь владыки разлома возросла, враги в регионе становятся сильнее. 80 дней до Вознесения. В поисках... О, 64% стало. Что, можно до алтаря допрыгнуть? Можно еще вот по этим точкам пройтись. Халявным. Да, давайте, наверное, пройдемся вот здесь. Я так понимаю, сейчас обсидиановую жемчужину еще одну притащим. В лагере активируется уже этот самый владыка чертов. От этого мы свалим, от этого свалим. Этот бьет по ближайшему, этот бьет по конкретному. Ага, отлично. Значит, делаем так. Сюда.
А, и сразу оба тогда по нему бьют, да? Но если я так сделаю, то не будет двойного удара по нему. Угу. Зараза, чуть-чуть не хватило, 8 хпшечек осталось. Ух, какой хороший озноб на 52. Хотя тут написано 26 озноба. 26 плюс 26. 52. Странно, не понял. Было вот 26. Последовательница культиста получала 26. Это получил 52. Сердце зимы сработало. 100% усиление. Твою шмить. Паучок был. Будет паучок. Сейчас мы вызовем. Так, хорошо, можно чисто босса драконить. Импровизация. Нет уж, спасибо. Существо в самом дальнем ряду. А, ну тут насмешка, поэтому он бьет по нашей девушке. Блин, так начнут колотить. Ладно, хрен с ним, пускай колотит. Еще птичку вызовем в следующем ходу. Опять дед сломался. О, все, убили всех.
Блин, я не ту карту ткнул. А, потратил очки стратегии. Взял, залечился. Ладно, убили. Так, 17-й. Это на склад. Кстати, я на склад там... Надо будет еще до склада, может, добежать. Перед боссом-то, наверное, уж стоит на склад-то сбегать, все сложить. Все хорошее. Еще одно сердце зимы, еще одна ледяная звезда. Так, наверное, ледяную звезду стоит взять вместо обычных бронзовых. И ее покачать можно будет зато. Так, так, так. В смысле? Че она у меня закрытая одна? А, это я закрыл наоборот сейчас. Фу ты. Так, это открываем. А вот эту ледяной осколок можно закрыть. Вот. Так, наверное, получше будет. Так, что у меня там до сих пор включено? Окно. О, одновременное нажатие. Вот зачем ловушки убирать, когда тут они такие плюхи хорошие дают? Там руна. Так, золотой сундук, валюта. Накладывает проклятие на команду. Один дополнительный усиленный предмет. Случайное оружие. Наверное, нафиг эту валюту. Наверное, лучше с оружием открыть. Проклятие получили. Длинный лук. Да. Хуже лута нет. Не придумать. И руна красная на силу. Зашибись. Ладно, еще один есть шанс. Что-то как-то... Капец. Скупо, скупо. Не повезло. Так, что там на один бой? Одна схватка, одна схватка. Отлично, давайте здесь разрядим на слабеньких. 15 уровень. Или где? 16 уровень. Да уж лучше на 13, наверное, разрядиться. Там 85% поиск культиста. Так, эти понизу убьют. А, привязали вы. Вот мерзавцы. Но она с себя умеет снимать всю эту хрень. Так что нормально. Праведный кулак сейчас зарядим. Так, все с себя сняли, можно наверх отойти и праведным ударом вломить
Мерзавцам. Не буду пока питомцев призывать. Пока и так сойдет. Питомца призываешь, потом его жалко, блин, что они его бьют. Когда могут вообще никого не бить. Так, этого мы убили. И все, да? Магическое усиление на ледяную звезду сейчас кинем. А, ладно, была, не была. Паук сам двигается. Вот это да. Питомцы вообще-то обычно не двигаются, это двигается. Ну давайте, давайте, давайте. Добивайте его вещи. Парень совсем плохой. Совсем слабенький. Так, а мы привязаны, да, к полу. Чтоб тебя не вовремя к полу привязали нас. Привязывает и привязывает тюремщик. Чертов. Сам хоть бы на бой вышел, что ли. О! Существо в самом дальнем ряду. 24. Да ну тебя, он птицу убил уж. О, не привязан, неужели? Ща как колдану. Сам сдохнет.
Как много луков падает под одного персонажа. Слишком много луков. О, в поисках культиста 92%. Сейчас все закончится уже. Как раз отдохнем и прокачаем эту звезду ледяную. Так, ты давай природную защиту кастуй. Беседу у костра не надо нам. Один к интеллекту, 2 к сопротивлению молнии. Не очень сопротивление молнии. Может и к 3 быть. Вот это мы, наверное, возьмем сюда, оденем. Да, вот это получше будет. Только карты надо подменить. Так, изменить колоду. Что там у нас? 2 брони. Ну вот она, 3-я броня. Раз, два, три. Из 11. Тут получается, что у нас? Раз, два, 3 из 12. Тут раз, два, 3. 3 брони тоже из 12. Нормально. Качаем. Ледяная звезда, вот она. Блин, горячая еда ни к селу, ни к городу. А чё я карту-то не качаю? Так, кому? Где-то у меня какого уровня? 17, рано пока, да? Девятнадцатый надо, блин. Ну пусть будет. Две единицы горячей еды надо не сейчас, сейчас рано пока. Вот сейчас пора готовить.
Свиток благословения. Случайное благословение, понятно. Так, что я хотел заточить? Оборону попробовать тоже. Который у нас с инкрустированным камнем. Вместо 17 19. Как много. Так, и сюда мне надо еще пожрать. О, получилось. Или что это такое? Может быть, людям капитана Родрика повезло больше. Думаю, нам стоит вернуться в гарнизон и расспросить их. А, что мы закончили, там что-то там активировалось у нас, понятно. Минус 2 единицы припаса сделал, зачем? На ровном месте. Так, нам сказали сюда идти, домой. До ближайшего портала, кстати, вот так можем дойти. О, бродячий торговец. Стоять. Ё-моё. Так, чё там, где он, владыка этот? Вот и ты. Я все гадаю, когда же мы снова встретимся. Мои разведчики выяснили, где расположено логово культистов. Пришлось настойчиво расспросить одного из культистов, чтобы он раскололся. К сожалению, парень был мелкой сошкой, и в свои планы лидеры культа его не посвящали. Так что их планы нам по-прежнему неизвестны. Хреново вы его кололи. Не того кололи. Проберись в их логово и сам узнай, что они замышляют. Замышляют. Так, пошли сначала в свое логово проберемся и чуть-чуть попрячем там заначек. Не надо. Это надо тоже сломать. Это надо сломать. Ну, ладно, пусть тут лежит. Так, это о чем мы все ломаем? Все ломаем. Что там заточить, что-то получится, нет? Так, можем заточить, ну давай выберем что-нибудь. Что-нибудь серенькое, 2 к урону от атак. От атак. От атак, это хорошо. Ну да, давай заточим кольцо. О, кольцо +1 к интеллекту, вообще замечательно. Так, в синий мы уже не зачаруем, можно только усилить. Получили мы эти сферы предсказания, но усиливать надо синий предмет. У нас, кстати, есть с вами посох, который можно усилить. У дедушки в руке, который мы заточили прям идеально.
Сопротивление хаосу 4. Так, какой из них сделать-то? Карту за убийство, сопротивление холода. Давай вот этот. Над элиткой. Тут без разницы, так я понимаю. Так, и попробуем его теперь еще и усилить. Но тут негативные тоже падают, так что... Да ладно! Привязанные атаки накладывают 3 очка шока, срабатывают 1 раз за ход. Чё, повезло что ли? Повезло. Элитный жезл получился с максимальными усилениями и всем остальным прочим. Зачарованиями. С первой попытки. Вот дела. Вот он. И редкий, и усиленный. Вот это, я так понимаю, получше легендарки любой. Хотя хрен знает, там легендарку вроде тоже усиливать можно. Ну ладно. Короче, предмет нормальный. Выкидывать я его не буду. Блин, может его оставить на полке. В зал гильдии положить. Я до сих пор со спасением хожу. Ну и ладно, пусть со спасением ходит, привыкает к весу. Еще по магазинам не прошвырнулся. Надо обязательно заходить, смотреть, что там продают. Синяя. Так, 2 к урону от атак в ближнем бою. Озноб максималка. В крит не максимум идет. Но в любом случае... Нормальная тема. Можно привязать атаки ближнего боя. Так, сейчас мы это, наверное, купим. Так, атаки ближнего боя у нас вот у этой девушки есть. Праведный удар вон у нее. И еще есть небесная сила. Она будет давать озноб. Нормальная тема. Так, а руна-то у меня там зеленая. Ну-ка, пошли посмотрим. Может быть, у них там еще и руны нормальные есть. Ух, да ладно! 3 белых руны. Ранг +1. Офигеть. Очешуеть. Так. Ранг +1 сразу вставляем. Небесная сила 2-го ранга будет. Ну, вообще, конечно, получше куда-нибудь сюда вставлять. Но тут раздвоение тоже хорошо. Так, здесь вот это на ранг, ледяная звезда. А это у меня на что? На возврат. Нафига мне возврат? Не, это бред с возвратом. Вот сюда лучше на ранг сделаю. Так. Раздача, да? Подожди. А, не, все нормально. Так, здесь я не знаю, что положить. Тут возврат. Значение урона увеличено на 25%. Вот, наверное, да. Только ради этого, если. Так, ну и... Повышенный ранг. Отлично. 4-го ранга. Еще одна в колоде есть 2-го ранга ледяная звезда. Ее, кстати, тоже можно будет усилить туда, если в голову куда-нибудь положить. Ну, или в смысле в шмот. Другое место. Ну и сопротивляемость можно точно так же поднять. Вот, например, вот так. Так. С 11. 5. Отлично.
Все, руны заюзали. Это мы на склад кладем. Шмотка отстойная. Здесь синих шмоток нормальных нету. Повезло, повезло. Все, можно подкрепиться и отправляться. Так, куда мы идем? Вот сюда идем. Что-то как-то это. Бы как-то линию еще одну. То долго получается идти. Через алтарь. Восстановим 1 очко фортуны. Чё бы нет. Уникальный аксессуар, уникальное оружие. Замечательно. Сейчас посмотрим, что у нас тут рядом. Лежит. Тайники с броней. Ну их нафиг. Шли драться. Припасов мало осталось. В пещере то и дело встречаются следы крови и груды костей. Их слабо освещают факелы, развешанные через каждые несколько шагов. Что за ужасающие эксперименты тут проводят? Почему не прибрано? Кому оторвать руки и приделать их к метле? Так, еще раз сюда можно в алтарь. Еще 1 очко фортуны, я думаю, не лишнее будет. Используем алтарь. Надо запастись еще этими вениками ароматическими для алтарей. Угу. И открыли немножко территорию благодаря алтарю. Тоже лайфхак. Сюда идти смысла нету, если мы хотим сразу к этому, к боссу идти. Так, нам надо вот сюда идти. Тут, может быть, припасы есть, кстати. С команды снимается истощение, восстанавливается ХП. Нам это не надо. Сюда идем пока. О, редкая. 3 очка обороны к навыкам ловкости. Идеальная. Ну да, остальное придется сбрасывать. А, нет, хреновая. 2 дырки всего вместо 3. Это точно ломать придется. О, припасы. Отлично. Взять все. Звук дребезжащих костей раздается дальше по коридору, и ты ненадолго замираешь. Завернув за угол, ты обнаруживаешь 2 зомби, склонившихся над окровавленным трупом искателя приключений с аппетитом его пожирающих. Зомби в ошейниках, исходящие от них цепи, в руках культиста, который взирает на происходящее с безумной улыбкой. Блин, это было уже событие, зачем повторять? Начинает схватку. Начинает схватку. Блин, сейчас заюзаем тогда свои шипы. Бонус. Одноразовый к первой битве. Не очень хорошо. Ну ладно. Заряжем. Зарядимся. 10 очков шока, но через броню он ни на что не накладет на нас. Не сможет.
Не смогет. О, давай ледяной ветер, точно. Проапгрейдим. Бежим. Все бегут, и я бегу. Ладно, и так сойдет. Ну, блин, да что ты ломаешься-то у меня вечно, старик? Ой, как удачно я вытащил карту. Призыв паука. О, сдохнет. Отлично. И этот сдохнет. Замечательно. Надо было еще продвинуться. О, не понял, а ты как выжил? У тебя защита, что ли, от холода? Покажите мне. Точно 25%. Обманул меня, значит. Что, придется добивать идти? А, все, 17 уровень мы взяли. А, здесь же капа 17. Ёлки-палки, я забыл. Точно, точно. А я тут, блин, этот 18 жду. Или какой там, 19? Девятнадцатый надо. Чтобы предметы дальше улучшать. Точно, точно. О, щит получили. Оборона к навыкам силы максималка лежит. Просто надо на склад положить, если, конечно, выживем. Так, левелапчики сначала. Сначала левелапчики. Что у нас тут интересного есть? Заточить карту надо. Или как она там называется? Отточить карту надо. Не понял? А, я сейчас не могу. У меня тут квест пока открыт. Окончив бой, ты отдаешь почести погибшему искателю. Приключение, пункт карты изменен. Что-то там изменилось. Магическая броня в зоне.
А вот теперь улучшаемся. Оттачиваем карту. Так, отточить, отточить. Какую лучше мне отточить? Сокола ли? Ну да, наверное, сокола. Шанс в 35% получить 1 очко действия при использовании. Сохранение. Остается в руке до конца хода. Можно сбросить свой ход. Очко действия при использовании. Ну, интересно про очко действия при использовании. Ну-ка, вот тут что у нас будет? 1 дополнительный удар. 6 ударов, да? Или могущество. Эффекты статуса накладываются в обороне. Наверное, могущество лучше взять. Нафиг мне дополнительный удар. Могущество возьмем. Значит, какая-то громбаба у меня получилась. Так, тут у нас в чем? Святой щит. Духовная точность. Пассивка. Когда ты лечишь союзника, он получает 11 очков критического удара. Да ладно. Хочу такую пассивку, которая еще и сохраняется. Так, теперь надо колоды прибрать. Ну, в принципе, 12 с 11. Пусть так и будет. Нормально все. Лишних вроде нету. Так, а куда нам дальше идти-то? А, вот же проход. Так. Понял. Идем сюда. Хватило бы припасов? Да вроде хватит. Тут не каждый ход они исчезают. О, чертов кактус растет. Наверное, его надо первым грохнуть. А вот еще один. Так, пожалуй, да. Все наверх перебираемся и оттуда начинаем свою вакханалию. Кактус, да? Ну ладно, давай кактус все-таки. Так, когда лечишь... Что там у меня? Это к чему было? Когда лечу там, то криты вешаю. Да я где такой открыл-то там? А, это пассивка мне нужна, это чтобы пришла в руку. Нету у меня ее пока. Пока, значит, лечить никого не будем. Так, надо будет камень еще сломать. Сразу ломать его, что ли? Могущество шок накладывает.
Так, этот кактус вырос. Вырос, ну да ладно. Без щипы. Так, тебя больше нет. Одного босса убили. Так, насмешка, кстати. Карта атаки. Зачем я ее вытянул? А, так у меня нету карты атаки, ничего я не вытянул. Так, вот это мы, наверное, возьмем. Ох, птица сейчас прилетит. Ты кого черта живой до сих пор? Грязеплот, грязеплот. Призыв паучка. Ничего бы нет. Паучка нельзя так качать, только своих зверей с духовной связью можно качать. Как хорошо все ударило, все в цели. Удивительно. Вот оно, критический удар, когда ты лечишь союзника. Так, круг очищения, мы все получаем критические удары. А, на следующий ход, когда он отхилится, да, регенерации. Или это не считается лечением? Вот сейчас и узнаю. Так, регенерация есть, крита не дали. Нифига, только лечение прямого действия работает.
Так, ну ты-то сдохнешь уже, надеюсь. Вот точно сдохнет. Шесть очков шока могущества. Чё-то мало, слушай, 6. Ох, не успею я никого отхилить, черт, они сейчас сдохнут. О, этот выжил. А, показалось. Не выжил. Так, опыта нету, ничего нету, победа. Перчатки на интеллект и на внезапно... Так, проверка на интеллект, проверка на ловкость, сила. Чё? Понял. О, сейчас мы здесь отхилимся. Что-то, блин, дофига их. Гадость на нас повесили. Так, погоди. А, ну да, я же броню сейчас не могу на себя вешать. Может, потом броню лучше повесить. Раз мы заряжены, тем более. Так, что, зарядки нету, нифига, так придется долбить. Зарядки нету. Дарим так. Так, этого убили опасного. Этот еще остался, ну ладно. 9, 18, нормально, ничего они мне не делают. Это как раз по последнему долбит, замечательно. Шипы. Ути-пути какой. Шипастый. Так, вот сейчас лечение бы смогло зарядить, да? Ну нафиг, не буду. Блин, хреновая пассивка. Думал, регенерация тоже работать будет. Не работает на регенерацию, да, смысла с нее нет. С этой пассивки на крит. Че, прокусили, твари? Ничего, сейчас отхилишься. Отхилился. Теперь ответкачка. Все, мимо.
Вот попал 3 раза. Канальчики. Что-то урона нифига нету. Они у меня в сбросе, поди. А, нет. Они в сброс-то не уходят. Импровизация. Можно на нее сейчас напереть. Не получилось напереть. Эффект заканчивается в конце хода критического удара. Да, жалко. Вот, я же на себя крит могу вешать этим лечением. Точно. Тоже опять в конце хода закончится. Гады, убьете ж так? Воспаленные удары. Как они мне не нравятся. Так, этого убили, этого убили. Так, у него защита от холода 25%. Почему ж не убили? Угу. Босс один остался. Вот мне небесный удар нужен. Жди. Можно просто хил сделать сейчас. А, все равно никто не успеет. А, паук успеет ударить. Нормально. Так, и сейчас у меня задача отхилиться только. Так, отхилиться, отхилиться. Не получится, да? Очков действия недостаточно. Ну ладно. Так сойдет. Мусор.
Ладно, на второй ярус поднялись. О, и сразу босс. Ну, это хорошо. Тут еще куда-то он ответвление пошло. Сразу босс, это хорошо, логово зла. Будем убивать. Ты продвигаешься вглубь логова, шаги раздаются эхом. Свечи зловеще освещают стены пещеры, коридор испещрен оккультными символами, и ты начинаешь чувствовать себя неуютно. Лестница ведет в просторный зал. Группа культистов стоит на коленях, преклонившись перед стоящим на вершине лестничного пролета человеком. Тот медленно поворачивается, чтобы обратиться к тебе. А вот и непрошенные гости, грозно восклицает он. Но нельзя остановить неизбежное. Пустота уже заглянула в этот мир, и от нее больше не скрыться. В едином порыве культисты поднимаются на ноги и надвигаются на тебя. «Пустота поглотит тебя!» — скандируют они. Ну давайте, давайте посмотрим, кто меня там поглотит. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Какие страшные они. Так, этот 9 раз... Тьфу ты, блин, 3 раза по 9 бьет. Ближайшего. 27 урона. 14 двойная по броне, по всем целям. По всем целям в линии, по всем целям в ряду. Вот, кстати, сейчас у меня девочка хорошо стоит, только ее бы заменить, наверное. Хотя, если я кастану... 10 очков шока, это фигня без могущества. Если я сейчас кастану на себя неуязвимость, нету неуязвимости. Насмешка укрепления есть. Есть только отклонение. Здесь тоже ни хрена нету. Так, тогда надо просто одного из них грохнуть. У них сопротивляемость к холоду никакущая, минус 50. Они всасывают все и вся. Просто надо грохнуть. Так, и, наверное... Ах, от культиста не уйти, он бьет вперед. Так, как бы мне культист этого-то спасти еще? Катрин. Так, а если я поменяюсь с ней местами, на себя броню накину, 27 мне надо. Перезаряд. Удар. Так, давай, наверное, вот поэтому. Отлично, его убили. Так, культист нас не пробивает, этого мы убиваем. Этот бьет 14 всего лишь. Отлично. А этот шок, блин, а шок по... А, девочка успеет там что-нибудь придумать. Наша медсестра. Так, здесь мне достаточно... А, нет, наверное, недостаточно. Насмешку укрепления. Нет, все равно бьют по ней. Ну что поделать, придется ловить на 14 урона. В щиты, я думаю, не пробьют. Так. Надо заряжаться уже.
Так, зарядился, это хорошо. Теперь можно вот так сделать. Праведным кулаком добить. Отлично. Теперь даже этот не ударит. Только вот что здесь шок наложится, это плохо. Так, надо сдвинуться отсюда. Твоя очередь. В самом ближайшем ряду. Так, если я девочку сюда поставлю, то мне надо вот так ставить. Вот так, как-то так, да. Что, получит он от меня или не получит? Шипов нет, наверное. Или получил? Получил, вроде шипы-то слетели. Отлично. Блин, 5 хп осталось. Везунчик еще и на лед не встал. Добью нафиг. О! Это у меня что, карта появляется там с каким-то шансом? Или что там у меня было? Восстанавливает очки здоровья. Да, все круто. И ты со своим шоком что-то там хочешь еще, культист? О, лошара, жесть. Кого там убивать? Бабак. Эх, передвинуть бы его. Ну-ка, сейчас давай вот так. Блин, далеко стоишь, бро. Сейчас какую-нибудь мощную карту высунет, мне кажется. Как та паучиха с массовым уроном. Накладывают 6 очков
Шока могущества. А, вот это у него мощное. Так, а чё, я Сокола второго не могу, что ли, призвать одновременно? Могу же. Или что мне мешает? Паучок? Непонятно. Сейчас еще раз попробую. Почему-то она не активна была, карта эта. Сейчас я же ее сохранил. Паук бронируется зачем-то. Я ж, по-моему, вытаскивал 3 петов одновременно. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем, сейчас посмотрим. Куда убежал? А ну иди сюда. Нет, не могу. Лимит призывов на поле 2. То есть мне надо будет потом здесь тоже учить. Где она? А, вот эту штуку этой девчонки. Вот здесь. Блин, сейчас не откроешь, не посмотришь. Где там повышать количество призываемых питомцев? Ну, либо отдать тогда кинжал с призывом паука к кому-нибудь другому персонажу. У меня же, наверное, паучок тоже 2 раза бьет. Нет, только духовные. Только с духовной связью 2 раза будет. Хотя я не знаю. А, вот духовная связь. Пассивка. Ну да, у паука такой нету. Наверное, никакой пользы она не дает пауку. Надо реально кому-то отдать. Шок накладываешь опять. Задолбал-то от меня шкериться. Крадусь, блин, как этот ниндзя. Надо еще паука к тебе подставить. А, надо было ударить, потом... Ну ладно. Так сойдет. Главное у нас дед по нанесению урона. Все, прокачал своей курице максимум урона.
А нафиг-то мне нужно? Блин, ты когда сдохнешь, что уже? Слишком толст. Very толст. Круг очищения. Не круг, а квадрат. Куда побежал? Все равно догоню. Все. Она ему пришла. Сфера предсказателя. Снова 3 штуки. Можно усилить предмет. Попробовать второй жезл себе прокачать. 2 жетона. На теле лидера культа ты находишь обсидиан. Теперь ты на шаг ближе к разрушению теневого барьера, установленного владыкой разлома. На шаг ближе. Чё, надо выходить, наверное, отсюда. Чё тут сидеть-то? Где там наш портал? Припасов. 3 припаса осталось. О, квесты пошли. 40 награды. Не знаю, как тебя отблагодарить. Мы выследим всех сбежавших культистов и отправим негодяев на суд в цитадель. А пока знай, теперь мирные жители и торговцы на дорогах перестанут дрожать от страха. Твоя помощь бесценна. Yes. Вин, у меня есть все нужные реагенты. Теперь я смогу создать противодействующее заклинание, когда 2 зачарованных самоцвета окажутся рядом с барьером. Их магические волны разрушат преграду. Путь к владыке разлома будет открыт, и ты сможешь уничтожить проклятую тварь. Больше он не посмеет осквернять нашу землю. Замечательно же. А разве нет? Так, тут мы все сделали. Что там, 2 аж? Нет, один прошел. Что случилось-то? Так, победите владыку разлома и положите конец его злодействам в Западе. Сейчас будем побеждать. Вот он где.
Подземелье опять. Конечно, где же ему еще сидеть-то? Владыка разлом. Так, ну владыку разлома, я думаю, мы на следующем стриме убьем. Завтра. Или когда там. Что-то уже довольно поздно уже, я думаю. Людям завтра на работу. Стрим затянут. Я тут не знаю, долго ли придется еще до этого владыки разлома по подземелью идти, поэтому. Вот поэтому, сколько он там. Так что, увы, а первый акт опять все еще не прошел. 6-й стрим не прошел. Стыд, позор. Ну, блин, зато весело, зато интересно, зато жезл классно зачаровал. Сейчас еще можно будет расходниками все остальные предметы классные зачаровать себе. Ладно, не буду больше тянуть. Всем здоровья, всем добра, пальцы вверх.